Вы конкретно у большого количества рекламодателей реально в топе. Вы можете себя назвать топ-1? Слушай, ну думаю, да. 200 человек генерирует $100 миллионов ревы в год. Год. Какая маржинальность средняя у вас? 40 плюс за весь прошлый год. Что такое холдинг ZM сейчас? Основной бизнес-юнит — это трафик, это social трафик. Что еще у вас? Прилки? Это и ПВАшки всегда были, и iOS, но у нас исторически всегда трафа больше всего было на iOS. Сколько у вас в принципе приложений? Вообще всего у нас прил обычно под 100 всегда в запасе есть, это из-за банка. По рынку, как ты думаешь, куда он сейчас идет? Рынок идет к легализации, и очень плотно. Куда идти, куда смотреть? Всем на тебя плевать, и чем в более большую компанию ты придешь, тем более сильно, к сожалению, иногда люди будут тебя недозамечать. И заходить, не бояться, не ждать, что тебя заметят. Ребят, всем привет. Сегодня у нас очень интересный гость. Это Ярослав Бабич, собственно, мой однофамилец, и также коммерческий директор холдинга ZM. Будем говорить о многих вещах, о том, что сейчас входит в орбиту холдинга, что такое ZM, какие обороты, какие профиты. Наконец-то поговорим о цифрах и о том, как все устроено в этом бизнесе без красивых графиков. Все рекламодатели говорят, что реально топы. Вот сегодня будем разбираться по поводу того, сколько они льют, как льют, куда льют и куда, в принципе, идет рынок. Так что по-любому будет интересный подкаст. Заваривайте себе чайку, кофейку, там ставьте лайки, подписывайтесь и давайте, погнали. Ярослав, привет. Привет. Приветствую. Привет. Как раз репетировали перед началом. Да, как ты, как добрался до Варшавы? Слушай, нормально. Не, до Варшавы даже с небольшими приключениями, потому что я еще жду свою карточку визы с Испании, поэтому немножко переживал. Границ нету, как бы вроде бы ничего не нарушаю, но немножко парился по этому поводу. Сюда добирался с приключениями, таксист меня высадил за полкилометра от локации, но ничего, это нормально. А так круто, конфа прошла. На самом деле вроде небольшая, 2 дня. Есть в нашей сфере как бы конференция сильно дольше, и как будто бы должен уставать больше, но что-то как-то от conversion попил соки энергетические, ну, в хорошем смысле, в том плане, что прям подустал, и не только мой такой вайб, вчера общался с ребятами, как будто все такие, фу, хватит. Да, общались с многими, много людей было на конфе, и достаточно так кучно это все было, скажем так. Ну, Поэтому да. там общаться можно было без остановки. Слушай, очевидно, что есть баланс. Я знаю, что у вас тоже были ребята-организаторы конференции. Да. И, я тесно общаюсь со всеми представителями. В принципе, люблю просто эту всю историю с медийкой, с конференциями. И замечаю тот факт, что порой тебе нужно находить баланс между желанием продать побольше стендов, что нормально это бизнес, и комфортом для всех присутствующих. Его, конечно, тяжело найти. Я так понимаю, здесь в Варшаве, скорее всего, просто один экспо в черте города. И выбор как бы невелик, где разместить. И, само собой, все больше и больше людей приезжает, а помещение не может так увеличиваться такими темпами, поэтому было логично. Но в целом нормально, я думаю, комфортно. Первый день был без кондёров, вот второй был прям супер. Второй прям как надо. Это что же риск для них? Они рассказывали, там, они все примерно одинаково маркетинг делают, то есть они там за полгода начинают и просто прям awareness херачат, и дальше кто долетит, все узнают заранее, покупают покупки все перед конфой. Конечно, Потому еще как плюс бы... отказывать потом. Да, Плюс- ты не рассчитаешь. Ты никогда не затрекаешь тех, кто курит, а они сильно разбавляют это. Не, я понимаю, да. Это вообще очень важные люди, они помогают иногда увеличивать пространство в помещении. Это, кстати, на самом деле именно кальяны и курящая публика — это зачастую самый большой враг организаторов мероприятий, потому что это неконтрольные люди вообще. И у тебя, условно, какой-то важный спикер, крутой человек, ради него приехала толпа людей, а как бы ты поставил кальяны, там красивый вид, классная тема, людей обратно уже не затянуть, и да, есть такое. Ну, опять же, мне, конечно, понравился, очень плодотворно, и по стендам все было понятно, они были большие, их было немного, ты особо много времени не тратил. Сцена большая, супер. Давай попробуем раскрыть тему тебя, скажем так, чтобы зрители могли понять, кто ты, откуда ты и как оказался здесь, собственно. Да, и плюс, смотри, тут интересно пообщаться, просто, для контекста, да, арбитражных команд много и так далее, и много из них часто общаешься с рекламодателями. Я вот там, чтобы определить, кто реально там много льет, кто мало льет, я не слушаю там никого медийку, да, потому что, каждый сам про себя, понятное дело, красиво. Приходишь... Клуб рисования. Да. Приходишь к рекламодателям, и часто публичные команды, как-то никому и не льют, да, а вот какие-то маленькие, там, ноунеймы, еще кто-то наливает много. Но вот вы конкретно ZM у большого количества рекламодателей реально в топе, и потому как бы
Очень интересно пообщаться и узнать, как так, как вы вот построили не вот этот весь маркетинг-флёр, а Мгм. как быть, а не казаться, да? Вот. Ух, хорошая зашла. Не, слушай, ну вот на конференциях в последнее время очень частый вопрос про наши репорты. И для рынка это было в новинку, хотя, давайте будем честны, в айтишке это существует, всегда это было. То есть крупные компании, они как бы всегда публиковали, не только в IT на самом деле, это в целом популярная история. Мы нового ничего не открыли, просто стали первыми, кто это делает в рынке. И много вопросов, а там реальные цифры. И у нас просто такая позиция, что мы цифры никогда не рисуем, потому что, во-первых, на самом деле при желании, как ты сам сказал, их можно проверить, и это не так уж и сложно. Во-вторых, а зачем? Я понимаю, что рынок до сих пор привык кичится обороткой, ревеню, да, но давайте будем честны, есть команды, в которых действительно большой ревеню, на там при ROI 10-20, как бы эти ревеню особо не имеют смысла, и чистого профита объективно там есть ребята с меньшим ревеню, они больше зарабатывают, вот и все. Поэтому мы эти репорты делаем для того, чтобы показать, что мы для этого используем, то есть мы делаем вот это, вот это, вот это, такие технологии, мы это все сливаем в рынок, и какие цифры это, собственно, помогает зарабатывать, как мы к этому идем, не потому что мы этим кичимся или нам нужно качать в этом плане HR-бренд, это само собой как бы задевает эту тему, но в первую очередь есть один самый главный поинт. Чем выше уровень рынка, тем выше уровень и нашего дохода в том числе. И это важно понимать. Рынок маленький. Вот эта вся история с секретной информацией и так далее, она на самом деле не работает. Она работала когда-то, сейчас она неприменима, потому что команд очень много появляется. Продукты каждый месяц по 10 штук клепаются большинством крупных платформ. И нужно, чтобы рынок успевал в плане подхода, в плане вообще качества, понимания, что с трафиком происходит, потому что просто растить сейчас вширь, как это происходит с продуктами, оно контрпродуктивно. Мы это уже видим, то, что происходит. Там весь прошлый год все плин калили, и 63 копии, я вот рассказал на докладе, есть на сегодняшний день копий слота плинка у всех провайдеров. С курицей, которую мы хайпанули, уже на сегодняшний день там около 10 копий. Будет, скорее всего, в ближайший месяц еще столько же. Поэтому все эти повторения, вся эта история, мы немножечко хотим вектор этот стараться менять как можем. Само собой, мы не можем весь рынок поменять, но можем давать толчок. Поэтому да, одно дело медийная часть, другое дело как бы часть конкретная по бизнесу. Как мы к этому пришли? Когда я приходил в компанию, это было вот почти 2 года назад, тогда была цель построить коммерческий отдел. Мне сказали, вот там гвозди, вот молоток, да, ты будешь коммерческим директором в компании, где нет коммерческого отдела, как бы надо его построить. И пошла история с такой перетрубацией. Я знаю, что эту модель уже очень многие взяли к себе, и наоборот, это я считаю это круто, потому что мы сами рассказали, собственно, что такое коммерческий отдел и почему он именно в таком формате живет. Это был первым шагом, то есть мы вообще ушли от бесконечного количества кабинетов, аккаунтов, всей этой истории мы полностью нивелировали, плюс четко разделили работу всех, кто связан хоть как-либо с продуктами, по ответственности. То есть у нас нет такого, что без деф у нас и афера ищет, и работает с рекламами, и с командами общается, и все это, и там и сверки делает. По сути, есть люди, на каждый из этих вот этапов трафика есть свои люди, есть селзы, есть бездевы, есть аккаунты, которые коммуницируют с командами. У всех этих людей свои финменеджеры, у всех этих людей отдельные тулзы, которыми они пользуются. Это все на старте очень неплохо помогло нам вообще, в принципе, понять, что происходит. И самое главное, между всем этим мы поставили один общий офервол, куда все это в одно место стало сливаться. Почему? Потому что 7 команд, и крайне сложно контролировать, да, когда у тебя 7 сепарированных бизнес-юнитов, которые никак друг с другом не контактируют, все живут своей чередой. Раньше было, что один бездев к одной команде, и типа вот все понимали, что они из ЗМа. Там не все публичные, как бы, но понимали в большей степени, что это из ЗМа. И не было такого, что команды какие-то там делали всегда очень крутой результат, какие-то очень плохой результат. Все это жило своей жизнью, и тяжело было это как-то структурировать. Поэтому пришли к аналитике, где мы все данные собираем от всех реклам в одно место. Offerwall, где все данные со всех команд байинга в одно место. Все это вместе анализируется, мы можем предиктить трафик, мы можем понимать, что будет с трафиком через 3-4 месяца, почему это происходит, что продукты делают. То есть в целом, что мы делаем? С момента, как я пришел в холдинг, у нас появился коммерческий отдел, у нас стало там почти в 2 раза больше команд внутренних, штат вырос в 1,5 раза, и у нас появилось 2 своих white label, то есть мы теперь работаем со своими продуктами и хорошо понимаем, что с той стороны на самом деле происходит. Ну и открылся сервис аренды публичный. У нас как бы давно была разработка. Публичным он стал как раз вот в прошлом году. Смотри, по отчетам, как ты говоришь, в IT-компаниях это давно уже нормальная практика. Ну, я вообще скажу, у Медиабайинг команд это тоже, в принципе, практика, просто он чуть по-другому выглядит. Они обычно все выходили на конфах, показывали какой-то супер success кейс с какими-то цифрами, ну,
не знаю, половина рынка думает, что цифры правдивы, половина рынка думает, что цифры нарисованы, как бы судить не нам, но это обычно было так. Ваши репорты, к примеру, есть чатики, где, ну, на них прям фапали, я так скажу. То есть их смотрели и говорили, ну, ребята, что-то какие-то вообще сумасшедшие цифры, типа, может, они пиздят. А какие там цифры? Я просто не смотрел. Вот если Давай, у меня есть финальный последний. репорт, там просто, когда я смотрел вообще эти репорты, то там ребята все расписывают. Обычно, 108 миллионов долларов за прошлый год ревень. ну, вот 20, давай, Это именно 24-й. арбитраж, да? То есть Это ФБ. ФБ, Трафик, да. перепродажа реклам, не на себя, или все вместе с собой? Это все вместе. На самом деле у нас нормально заработал White Label первый только вот в конце прошлого года, в последнем месяце. И то там трафа особо не Ну, было. короче, считай, все арбитраж. 95%, 98%. Ну, можно будет прикрепить, кстати, ваш репорт, потому что тут столько А слайдов. он же публичный, мы как бы, да, не Да, он не публичный, но скрываем. не все знают, где его найти, можно просто или посмотреть. Ну вот смотри, Да-да-да. даже по месяцам, допустим, ФТД, октябрь 98 КФТД, ноябрь 119 КФТД, декабрь 93 КФТД, и отмечено, что это 25 декабря. То есть это, Мгм. это вы не успели долиться. X2 revenue каждый год, ну, растет. Вот на, посмотри. Это так. На самом деле, что удивительно, у нас непосредственно коррекцию, ну, то есть именно корректировку цифр, каких-то показателей, особенно в репортах, очень тесно отсматривают непосредственно фаундеры, потому как для них важно, чтобы это была не какая-то история нарисованная. Ключевой вопрос, когда ты делаешь такие репорты, там, квартальные, ежегодные, вопрос «зачем?». Ну, то есть ты же не делаешь их просто, чтобы показать, что это глупо, на самом деле, просто у нас есть деньги, ребят. Всем спасибо за внимание, да, типа, погнали. То есть у этого есть конкретная цель, потому как мы всегда были ребятами и хотим себя ассоциировать с ребятами, которые делятся экспертизой, которые понимают, о чем говорят, и чтобы тебя понимали, с кем они говорят, за тобой должен быть какой-то бэкграунд чего-то. Я не просто там классный парень, да, типа накопил на футболку Balenciaga, а как бы есть непосредственно кейсы, которые помогли нам заработать ту или иную сумму денег, либо там количество FTD и так далее. Там Но просто... тут даже доход даже байеров, что Да. вот топ-байер заработал $1,5 миллиона, Мгм. тимлид 2 миллиона. Ну, это миллионы, тут ламбы просто какие-то нарисуют. Знаешь, зачем это было сделано? Просто, Это может, не это... миллионы, это не миллионы. Это был омаж. Или это 1,5 ламбы. Именно так. Это был омаж тому, что, знаешь, как очень часто сравнивают, типа, байер крутой, когда у него появилась ламба. И это сколько за год в среднем разные люди из байинга могут, и точнее у нас зарабатывать за Ну, прошлый типа, год а-ля в ламбах. Это, у Хуракан 300 тысяч стоит, значит, он, типа, а-ля Ты- заработал 450. да, вот ты можешь посчитать, да, доход байера у нас в ламбах. Ну, мы просто, на самом деле, это Байер шутка. 450 тысяч заработал. Это, Ну, поэтому. это прикол, понятно, что это шутка, но мы реально высчитывали, сидели. Не, ну, ну, прикол рынок же- не прикол, но... Рынок привык в ламбах считать, поэтому пусть будет так. Ну, там у вас просто, если провалиться в структуру холдинга и во все направления, то это мы сейчас, я думаю, к этой секции перейдем, потому что там глубоко погружаться надо. А как вот, смотри, ты говоришь, ты пришел как коммерческим директором 2 года назад и... Ну, почти, да. Да, и решил поднять коммерческий отдел, которого не было. Ну, соответственно, просто. Ты работал до этого, когда, насколько я знаю, когда-то ведущим достаточно долгое время. Да. А как вообще происходит этот свич из ведущего в коммерческого директора холдинга? Из арбитража. Да, вот где что-то потеряно? Да, нет, ну не потеряно, я тоже не скрывал, у меня и в Инстаграме, и в других там подкастах мы тему эту обсуждали. Я работал в арбитраже до ЗМа тоже, вот просто это тоже как раз было 1,5 года, тоже почти 2. Это была другая компания, это была компания VVL, есть такой проект VVApps, вот как раз это проект, который я развивал, делал, собственно, я был тем человеком, который начал этот проект, я был первым, типа, хедом сейлзов, потому что там было ничего, надо было продавать хоть что-то. Это прилки, да, сдача в аренду, Именно так. продажи. Вот я в прилках 1,5 года работал. Это, по сути, первый мой вообще коннект с рынком. Я о себе заявил, и обо мне рынок очень хорошо узнал только благодаря как раз этому сервису. То есть я прям катался по всем конференциям по всей планете. Я за первый год в рынке посетил 20 стран. Я был даже на непрофильных конференциях, типа Adult конфы в Румынии. Просто мне очень хотелось вообще рынок весь знать, понимать, что вообще происходит, кто чем занимается, кто где руководитель, о каких цифрах речь, и как сервис может быть полезен. Тогда на тот момент мне было легко, потому что сервис — это те, кто полезны всем. То есть у тебя нету, ну, допустим, трафик нужен реклам, реклама нужен трафику, а сервис всем может быть полезен в той или иной степени. И вот это мне капец как помогло. То есть я прям максимально себя легко чувствовал. У меня было о чем поговорить со всеми. То есть вообще с любым бизнес-юнитом. Но то, что ты еще работал ведущим, я так понимаю, ты же как бы открытый человек, и Ну, тебе намного проще было ездить, как бы рассказывать о продукте, да. искать какие-то партнерства и так далее, и так далее. То есть это должно было сильно облегчить эту работу Факт. в этом плане. Ну, для меня конфы как свадьбы те же самые. Ну, типа, Тамада. толпа пьяных людей, да, надо что-то продать. Ну, как бы, у меня ничего не поменялось. Я как бы только теперь не в костюме катаюсь. Раньше парился, знаешь, бабочку вот это, Да, блин, щас жарко в охуенно, да, рубашке. всё. Сейчас вообще супер кайфую себя в кроссовках.
тусовках, ну, бомба. Поэтому, да, есть такое. 100% конфы легче даются, и коммуникации. Ну, я 9 лет был ведущим, много лет работал на телевидении, работал на больших сценах, это и не только в Украине было, и по миру успел поездить. То есть, ну, опыт большой. Потом, в связи с событиями, которых мы все хорошо знаем, да, эта работа моя была не нужна, потому что, как говорится, 3 самых странных слова — это я, свадебный ведущий в такой период, поэтому принял что там волевое решение. Ваня Заяц работает вроде... Ваня красавчик, он, видишь, но он и до этого всего он уже был как бы арбитражным ведущим. да, То есть он, да. он прикольно и он совмещал. единственный, считаю, ну, один из там. В Украине точно один. Да, Я да. вот прям больше никого не скажу, кроме Вани, кто... Он красавчик, на самом деле. Да, Он да, как-то молодец. выпал в последнее время вот именно из Мы арбитражки. его снимали, он же он с аффилиатом Эмбасси начал, с Толика Мгм. Виндера там нашел, Мгм. вообще узнал про эту штуку. Он с Но Толиком он тоже в нее и хорошо бьет, знакомы. он говорил. Он же в нее и собирается дальше бить, он говорил. То есть не Да, менять он нишу туда, он же ж там ведет и ютубы разные про арбитраж, и, в общем... Ну, шоу развлекательное я видел, да, типа. И, Ну, он ну, тестит разные, да, тестит разные, молодец. вот. Он как бы, да, именно посередине, это очень удобная позиция. У меня нет, я про рынок арбитража, пока был моя прошлая жизнь, не знал не то, что, ну, то есть я буквально ничего даже про казино не знал вообще, в принципе. Для меня это было что-то, что существует, но я не понимаю ничего. В таком формате я и жил. И как бы просто потом нужно было резко менять вертикаль. У меня были там, хорошая была финансовая подушка на тот период, то есть я мог себе позволить не работать и что-то новое изучать. Ну, по образованию я просто разработчик ПО, я ни дня не работал по специальности, но у меня есть диплом программиста. Он мне был, Неожиданно. да, он был мне не нужен. Я просто еще со 2-го курса, пока учился на программиста, уже в театре выступал, поэтому особо мне эта специальность никогда не нравилась. Как бы защитил диплом и защитил. И окружение, все мое были, это разработчики, тестировщики. У меня там бывшая моя одногруппница, она в Microsoft работает, ходом разработки. То есть прям меня покидала по миру всех моих знакомых друзей. Но все они так или иначе из айтишки. И мне было несложно, на самом деле, в процессе. Я как бы попросил помощи, говорю, ребят, ну, походу, все, надо что-то новое искать. Я полез в техничку, в айтишку, и там как бы слово за слово, знакомство за знакомство, и вот попал, собственно, в техничку, в арбитраж. А там уже очень быстро, потому что я, в принципе, приходил не на селзовую позицию, я приходил на техническую позицию в те же компании ВВЛ. Просто спустя 2 месяца я, ну, очень много говорил о том, что, ребят, давайте прил продавать, давайте что-то делать, ну, прикольно, да, там. Просто очень много говорил, и они поняли, что это Овнер именно... говорит, ты достал меня, на тебе там $5000, езжай на конфу, отстань от меня только. Вот, и так и было. Вот. Ну и бизнес пошел, полетел, и в целом в какой-то момент просто, да, мне вот... Ребята из ЗМ сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, я, собственно, и не отказался, и не жалею ни капельки. На сегодняшний день как бы выступал на вообще всех абсолютно конференциях в мире, которые существуют в аффилиат-маркетинге, кроме IGB. И эту цель я закрою вот в июле. Будет Ты конференция. на английском хорошо выступаешь? Я выступал вот на Сигме буквально месяц назад. Ну, Да. И буду в Риме на Сигме выступать. Но IGB сами пригласили. Это как раз для меня был такой последний гештальт. Это вот единственная конфа, где я еще... Ну, я был там, но не выступал. А на Айсе выступал? Не, Айс там это разве профильная для нас? Ну, это типа... Не, ну, не совсем, да. Но они же вместе проводятся. Ну да, всегда. вместе. Поэтому, типа, для меня это одно и то же, как будто бы. Хотя Сигма разная, но не суть. Поэтому в целом для меня такая как мини-цель выступить на всех сценах. Но это не то, что супер полезно конкретно мне, как коммерческому директору, но это такой мини-гештальт из прошлой жизни, который просто хочется закрыть. И в том числе, на самом деле, в принципе, выступление — это вообще отдельная тема. Есть очень важная цель, и есть бенефиты, которые дают тебе публичность в плане выступления на сцене, именно с точки зрения не просто я популярный чувак, а с точки зрения того, сколько ты открываешь дверей как профессионал, то есть к тебе больше начинают прислушиваться люди, которые могут помочь тебе с бизнесом, тебя больше узнают там зарубежные рекламодатели. Это крайне важно, потому что там как будто бы еще больше работает, как говорится, волосатая рука. Вот там эта история еще больше завязана. Если ты знаешь кого-то, кто знает кого-то, там прям тоже куча дверей открываются. Еще больше, чем у нас в СНГ. Органически получилось, что ты развиваешь личный бренд сейчас свой? Или это была изначальная задача такая, как бы выстроенная? То есть вот надо развивать личный бренд, он будет нам помогать там-то, там-то, там-то и там-то. То есть какой из этих двух вариантов был? Ну, это была даже не задача, это было... Ну, как сказать, это не озвучилось как задача, это скорее было очевидно. Ну, то есть те бизнес-цели, которые мы преследовали, они были скорее... Наверное, мне было бы некомфортно, если бы я сидел бы просто в комнате в силу своего там типа личности и так далее. Я бы просто, наверное, в куку не поехал, если бы я не выходил в люди. Во-вторых, на тот момент, когда мы начинали, еще далеко не все арбитражные команды понимали бенефиты от медийки. Мы там по пальцам можем посчитать тех, кто были ярко представлены в медийке. Сейчас уже совсем другая история. Я не буду говорить, что это там из-за нас. Очевидно, что просто рынок меняется, и все понимают силу нетворкинга. Это, кстати, на самом деле сейчас уменьшает силу нетворкинга, потому что все больше людей начинают не верить. Ну, то есть, когда у тебя в рынке есть 2-3 лидера,
даже если они просто говорят, что они лидеры, то, ну, как будто бы проще поверить, когда их трое. Мне А сейчас кажется, лидер каждый самый крупный. У нас самая лучшая медиабайинг команда. Мы Конечно. самые крупные на рынке. Мне кажется, просто само по себе позиционирование, которое работает, меняется. Когда это идет именно такое, именно от компании, бренд, люди в это не верят, потому что они видят, что это сделано с целью продать что-то. Мгм. То есть это разве что, если кто-то как-то ведет просто вот от души, я не знаю, ну, по приколу. Мгм. Поэтому мы стараемся делиться именно экспертизой, а не рекламировать, там, не знаю, чисто сервис аренды или рекламировать, приходите к нам, заливайте трафик через нас. Ну, у людей столько этого, его переборы, и у них, наоборот, отторжение от этого. То есть Баннерная слепота. надо как-то хитро заходить. Вот даже если там посмотреть зарубежных каких-то фаундеров, кофаундеров, как они это все делают, то они как-то пытаются это нативно все продавать, потому что вот так вот, знаешь, как раньше, там, 5-10 лет назад, просто вот мы самые крутые, оно у людей даже... Вот. Есть такое. Ну, на самом деле, просто вайб выдуманных цифр в рынке, он присутствует, к сожалению. И с этим нужно бороться. Но, опять же, вопрос, как я уже говорил, если ты что-то делаешь, в этом должен быть смысл. Я просто очень часто вижу ребят, которые делают это просто так. То есть, условно, вижу список спикеров, и с ними общаюсь до их выхода на сцену. Парень там либо первый раз выступает, либо там, условно, второй. И он сам не понимает. То есть, мне говорит, мне сказали, надо, короче, этот пиар-отдел текст написал, я тут, учу, сижу, капец. Побольше сказать. Ну, типа, надо, Задача я говорю, а непонятна. ты сам, да, для себя что-то, да я хер его знает, ну, типа, он говорит, я не понимаю, ну, что тогда будет, прикольно. То есть, самое забавное, что я очень часто вижу вопросы к себе от людей, а зачем мне это надо? Самый смешной у меня был вопрос, я надеюсь, этот человек не посмотрит этот подкаст, он мне пишет в ТГ, в личку, после одного из войсов у нас в канале, он пишет, Ярослав, привет, послушал твой войс, очень классно, у меня к тебе личный вопрос, я тут работаю там в такой-то компании, мне предложили должность тимлида, я вот не знаю, хочу ли я быть тимлидом. Ты можешь мне подсказать, хочу ли я быть тимлидом или нет? Я такой, брат, Снимается ответственность, да, все. как бы, если ты задумаешься, то, наверное, нет. Ну как мне человеку ответить на такой вопрос? да. Ну, хочешь ли ты, да, я не знаю. И есть такое в рынке, вот как будто бы не к кому обратиться. Это, кстати, плохо. То есть ощущение, что люди охотнее идут за вопросами к посторонним, да, типа кому-то, а не внутри. То есть как будто бы внутри сотрудники не верят в топа в своей же компании, либо в своих же инфлюенсеров и ходят, спрашивают на стороне. Так это очень распространенная вещь в сфере вообще. Ну, половина людей, работающих в разных командах, они все верят тому какому-то парню или там дальнему знакомому, который где-то работает и говорит, что там все просто охуенно. И он каждый думает, что, ну, типа, там нет. У Димы был смешной случай, Да, помнишь? у меня был случай на свадьбе, я на свадьбе, ну, если коротко, еще там до войны, до всего, я на свадьбе у своего товарища, мы с ним там вместе работали, у меня тогда еще арбитражки были, и он говорит, вот там сидит условно один малой, это мой какой-то там дальний родственник, пойди с ним поговори, он вроде там занимается чем-то из нашей сферы, можешь схантишь его. Я подхожу, начинаю с ним говорить, и он такой что-то смущается, говорит, блин, ну мне так неудобно, я вот там работаю и за типа полгода отложил $700 000. Это так мало, мне даже некому это стыдно сказать. Чувак, это чуть-чуть не так работает, а ему лет там 20 с чем-то. Еще и 20 с чем-то. Да, я его говорю, иди сюда, там, и час для него спич провожу, какие мы крутые, что у нас там 300 человек работает, как у нас там все процессы. Он байер, да, именно заливает траф? Он там делал такой у него микропродукт, в общем, небольшой продукт, полный цикл, да, делал. Прикольно. Я говорю, как мы его усилим, все процессы мы поставим. Он такой слушает, да, говорит, охуенно. Я говорю, ну, где-то через час говорю, так что давай там на завтра поставим созвон, еще что-то. Он говорит, не, слушай, наверное, типа нет. Я говорю, слушай, а почему нет? Он говорит, ну, смотри, я вот там через 2 недели конференция в Варшаве, там будет выступать Саша Слобоженко, и я, говорит, уже решил, я приеду, подойду к нему после этого и предложу ему, типа, взять половину моего бизнеса. Я говорю, то есть, чувак, тебе важнее... Именно так. Да, вот я партнер твоего родственника, ты точно знаешь, сколько у меня денег, ты точно знаешь, сколько у него денег, ты точно знаешь, что мы реально, и тебе важнее, типа, поехать к Саше Слобоженко? Он говорит, ну да, конечно, кто вы такие, а он же вон кто. И вот Саня это делает удивительно хорошо. Ну, то есть, типа, и как это в голове работает,
количество да. людей. Вы были вчера на конференции? Ну, Да. да, да. Ну, там, грубо говоря, ну, пукнуть было негде. То Да, есть, там очередь к нему стоит. забей. То есть это не то, что к сцене не можешь подойти, ты не можешь подойти к стульям. То есть, в принципе, вот... То есть я впервые видел, когда очередь начинается не в закрытое... Это же закрытое помещение отдельное, где сцена. Она с коридора начиналась. То есть, ну, буквально 75% конференции пошли его слушать. Не, ну он такой, он звезда стопроцентная. То есть он Ну и именно плюс как его давно не было, видишь, он по очевидным причинам несколько, там, достаточно долго, год-полтора он не выступал нигде, и как бы, ну, я ажиотаж увидел, я как бы подзавалил, ну, это серьезно. Но тут именно вопрос не в нем, а просто, что у этой молодежи всей, то есть у нее как бы в голове вообще не матчится, что вот есть реальность, а вот это Инстаграм, это выдуманный мир. Нет, для них это наоборот, у него есть social proof, а как бы у меня нет. И я вот примерно тогда, это было там года 3-4 назад, уже начал думать, что как бы стоит как-то медийно развиваться по чуть-чуть, не из каких-то там соображений эго, еще чего-то, а просто из банальной меркантильности, потому что к тебе будут приходить чуваки и просто за бесплатно. То есть, понимаешь, у него есть тема, на которой он заработал $700 тысяч чистыми за полгода. И он просто готов половину отдать, лишь бы приобщиться к звездочке. Помнишь, Иметь возможность. у тебя Байер смотрел рассуждал, что в одной команде всегда лучше, а он неправильно смотрел на ревеню в биноме. Да, вот. Я знаю, у меня точно такая же история есть, точно такая же. Ну, у меня тоже было, это как раз тоже связано с той же командой. Сидит Байер и говорит, пиздец, сейчас пойду, типа, вот уйду в ту команду. Ушел в результате. Потом тимлид ходит, говорит, мы созваниваемся с этим Байером, говорит, у него меньше, типа, чем 100 тысяч, не 100, мне кажется, $50 тысяч в месяц, чистой прибыли нету. Как так? Я говорю, ну, чувак, хер знает. Я знаю, что они льют, я знаю этот, но не может быть такого. Месяц ходит, второй ходит, третий ходит. Потом там на четвертый приходит, говорит, все, Дим, я, короче, буду уходить, как бы ты что-то в этой жизни не понимаешь, там вот, ну, меньше 50 Байера не зарабатывают. Я говорю, ну, хорошо, ну, давай ты с ним созвонишься, типа, перед этим, чтобы точно, потому что они там как-то в переписках общались. Он созванивается, приходит ко мне такой, типа, глаза в пол, все. Говорит, чувак, извини, мне так неудобно, все. Я говорю, что случилось? Он говорит, да я с ним созваниваюсь, по зуму смотрю, а он, типа, чистым профитом называет revenue в трекере. То есть он типа вообще не отдупляет. То есть там типа при прибыли по 5 Я догадываюсь, тысяч. о какой компании речь. Да, все честно той говоря. же, Да. Самое забавное, что там в это... То есть это не проблема Байера, там это в голову вбивают. Ну, в голову. И не только Байерам. Еще как-то бухгалтера считали потом, Да, какие-то эти, там они как-то не понимали, досчитывали, пересчитывали. И в бездеве то же самое. То есть они прям Ну, как свято секта, верят. понял? Так ко мне человек приходит, он со мной спорил, мы взяли оттуда, он говорит, ты неправильно считаешь, типа вы... Я говорю, подожди, я говорю, в смысле? Я говорю, ну так... Рева это ж профит, ну типа, я такой, я говорю, смотри, Рева, давай разберемся, типа, ну, оборотка, ревень, он такой, ну да, и что? Я говорю, ну так хорошо, смотри. Ну и начинаешь объяснять, ну для меня это настолько, причем опытный чувак, он реально, ну, разбирается, но вот в этом моменте... И они потом ходят по всему рынку, у нас, говорит, профит, а все, блядь, не меньше. А как у них, мне интересно, у них не ломалось ничего, когда им получать что-то надо Ты понял, было? в чем смысл? Так им похуй на получение, им главное приобщиться, Они понимаешь? платили там бездевом и так далее, платили с чистого профита, то есть цифра сильно меньше. Ну, конечно. Они называли это обороткой, то есть чистый профит, то есть А, руководство все забирало, оставляло только вообще после фото, после всего только чистую прибыль. Это наша, типа, вот это Рева, вот с вами, вот с нее бонус там, ну типа, это не там, сильно прозрачная история. мягко говоря, так их, в смысле, их там в 3 раза, получается, на бабки кидали. Ну как бы окей, но мне человека пришлось переубеждать. Я говорю, слушай, у нас Так не это так. же у меня Он чуть такой, он говорит, от отдел этой не раз... цифры? Я говорю, от этой цифры? Он такой, да ладно, типа, ничего себе, говорит, прямо от нее бонус. Я говорю, да, от нее, так это Рева, ну в смысле, типа... Так они ломают. То есть, понимаешь, он мне чуть целый отдел не разломал. То есть уходит человек из отдела там в 30 человек и начинает всем пиздеть, что вот именно там минимум 50 тысяч. Они сидят там, они зарабатывают, ну там, к примеру, десятка у них профита, из них там 30% или там 40, 3-4 зарабатывают. Они думают, блядь, 50, а я тут 3-4, да как так? Там, наверное, блядь, вот этот вот все знает, да, Ну, парень, конечно. и всем рассказал. И начинает, ну и вот так вот оно и ходит, вот так вот. Вау. Не, ну с Байерами это жестко, когда Ревой называют чистый профит, ну это прям, ну это скам, ну тут как бы... Так и его А не может быть, смущало того, так, он дальше работал там, то есть, понимаешь? А может быть он целенаправленно хотел так, типа, ну... Ну либо он дурачок, вы как бы еще такой важный момент Ну, это упускаете. как бы... Я не в обиду Байерам, на самом деле я очень уважаю ребят, но я знаю кейсы, вот знаешь, чем меньше Байер знает, чем меньше Байер думает, тем лучше он Байер, не знаю, мне почему-то так кажется, то есть он, Но это не только к Байерам относится, это Ну, к многим сотрудникам относится. наверное, да. К людям, Ну, да? да, к людям даже. В целом. Да, слишком много знать не надо. Фрилы, деньги, маркетинг.
Просто я хочу полностью разобраться, что сейчас из себя представляет ЗМ, а Вот потом как раз это, к вот, отчету. нет, так как раз хотел разобраться вообще, потому что тут данные 24 года. Я Всё думаю, так. что-то А уже уже прошло, апнулось, да. да, 5-й месяц скоро. Давай, Давай- сколько народу работает для начала? Ну, на самом деле особо не поменялось. Там на тот момент было 360 чем-то, там, по-моему, написано, что-то около того. Эта цифра примерно и есть. Это 7 сепарированных команд Да, это и арбитражных. байинг, и вся операционка, то есть это все юниты, и фины, то есть все Было люди. 6. Байеров. Ну, сколько что-то конкретно? такое, да. Сколько конкретно байеров? Мы по последним цифрам, опять же, у меня только приблизительно, точно я точно не скажу, но это 200, условно, 10, что-то такое, 215, вот в этом районе. Короче, 200 с 200 копейками байеров человек генерирует 100 миллионов долларов ревы в год. в Да. год. Это в месяц? Ну, сколько 8 примерно, 7 получается. Там у нас Там разные до 10, месяцы. до 10 миллионов в месяц. То есть, Да, соответственно, 10 миллионов на этот, 50 тысяч средняя рева на байера, да? Я правильно? Ну, слушай, это тоже, Быстро это ты, так посчитал? это так ты Очень уверенно? примерно. это ты супер примерно посчитал, потому Не, что ну я понимаю, байера что она есть очень разная разные. по-разному. Мы выкладывали кейсы, у нас и были ребята, Ну, 50, и да, 50 в месяц. были получается. ребята у нас и 500к чистого профита. Не, ну я средний, всех на всех Арсик, зову. да. Мы выкладывали, ну, то есть это очень сильно по-разному, потому что вам ли не знать, в Фейсбуке... Нет, а мы с Не, точки смотри, зрения с точки бизнеса. зрения конкретного байера определенно. Мы Да. говорим, да, исключительно с точки зрения бизнеса. Так То оно есть и есть есть, бизнес, он если декомпозирует в среднем на 200 человек, получается такая цифра. Мгм. Мы как раз недавно с товарищем тут за кадром выясняли вот этот все момент, там средние команды, маленькие команды, крупные команды. Да, у меня об этом тоже был спич, я И объяснял. я у тебя видел скрин, по-моему, где-то кидали. Ну вот, короче, смотри. Тут Это, да, с моего вилка спикерства. от 10к, от миллиона до 10 миллионов, условно. Вот Это больше что такое? это оборот команд, как ты можешь интерпретировать? Маленькая команда, средняя команда, большая Это команда. мое выступление в тяжелый Дубае вес. на Heritage. Я сейчас, да, объясню по этой истории. Смотри, вот давай так, блицево, пока смотрим, больше 10 миллионов оборота. Мгм. Сколько команд, по вашему мнению, может такое делать ежемесячно? У нас в прошлом году... В СНГ, допустим. Да, в давай прошлом возьмем. году рекорд был как раз 14, лучший был месяц. И я точно знаю, что 14 в social трафе в СНГ никто не Я делает. думаю, никто не Никогда, делает. вообще, в принципе. То есть Окей, это топовая цифра по рынку 100%. это рекорд, фиксируем. У нас это один раз, да. Я не буду говорить, что это стабильная цифра, это не так. В среднем, да, было около десятки. Там были месяца, особенно в начале года, были поменьше, прям сильно А поменьше. сколько Потом команд всё есть, пошло. которые делают пятерку? Потому что среднестатистический байер думает, что их сотни. Нет, их я не думаю, что сотни. их несколько. Я буквально. хорошо знаю, о каких командах речь. То есть я почти все эти команды хорошо знаю лично. Их в районе 10-15, не больше команд в рынке, которые делают час 5+. Ну, 5 стабильных, давай Да, так. да, вот это есть. То есть это все И будет... это все не ФБ, это не все ФБ. Это и Google, и Да, там, есть и и PPC-шные тизерки, и команды. табулы, там все. Ну, Ну, возьмем, не настолько. не, если возьмем все в круг как команду, как бизнес, у него может быть разные направления, и закрываем ее вот Да. так вот. Важно почему. Ты должен понимать, что мы как раз перед стартом съемок говорили, в Фейсбуке средняя роя и средняя роя в PPC. Ну, это и разные вещи совершенно, это да. вообще разные. То есть, условно, миллион в SEO-шке с их роями и там 3 миллиона ФБ, это 3 миллиона ФБ проигрывают, потому что у тебя с костами, Да, это средним понятно, трафиком. да. То есть это тоже такая метрика. Но если говорить чисто про реву, то я знаю ребят, у которых в основном это смесь ФБ PPC, или там много просто ФБ, очень много. Чаще всего ФБ PPC. Или сейчас у нас опять юак ожил в этом году резко вдруг по Ну, потому что очевидным Android причинам. уже. Все так. И вот, ну, вы знаете хорошо эти команды, кто много юака льет, вот у них тоже сейчас все очень неплохо. Там прям им дают иногда даже PPC-шные ставки на юак. Да. Это Там, сильно... там Ну, и куп- там в ключи попадают где-то. там еще окупаемость 100% за Там месяц. химичить надо, чтобы попасть с юака. 100% за месяц. На Dimeter Fix Source сейчас вот из телефонных, да, которые дают 100% окупаемость за 1 месяц. То есть все, что потом, это чистая прибыль продукта. Окей, ну давай тогда фиксировать. Допустим, до скольки мы решили? До 15-20 команд будет? Не больше. Не Даже, больше. Я даже Ну, до 20 не 10. говорил. Да, До я даже- 10. Давай, 7 от- команд. У них вилка от 5 до 10 миллионов Нет, будет. у них вилка от 3 до 6. От 3 до 6. 5 стабильных мы говорили, Окей. ну, более-менее. Давай Типа выше 50 в год. условно. Выше 6 Я 3 могу назвать. и выше 10. Ну вот я кроме нас не знаю. Я серьезно, я не знаю. Ну то есть я с удовольствием пообщаюсь с такими ребятами, но я таких не знаю на сегодняшний А день. какая маржинальность средняя у вас? Слушай, ну по-разному. Давай так, в среднем по больнице В вообще среднем все. Мне для бизнеса 40 интересно, плюс для за байера. весь прошлый год я смотрел. Но это грязно, это маркетинг. Очевидно.
Минус да. зарплата, там, минус... Это я называть не буду, да. Не, да, это понятно. Да. То То есть есть, роя я могу назвать, но это ничего особенного нет. Роя у нас такие в среднем. Я смотрел просто за весь прошлый год, когда делался репорт, я средний рой смотрел. В среднем так. ну, мы так считали с многими ребятами, там, до фаундера обычно доходит там 8-12%, что-то такое. от По-разному. Я, оборота. я вот тоже много с кем, особенно вот вчера, позавчера, так как это Варшава, приехали именно байера и фаундеры, Да. и мелких команд, и средних команд. Это круто. Я в среднем смотрю, вот 10-15 все примерно называют, сколько до них Да, остается. это до них доходит. То есть, короче, если у вас в среднем байер оборачивает 50 тысяч, значит, маркетинг профита 40% он в среднем делает типа 20-ку, к примеру, из которой типа там себе зарабатывает, наверное, 5-7, и остальное там делится Ну, и на операционки еще. зарплаты. Да, на самом деле, почему так сложно читать? Потому что у нас в эти деньги еще, по-моему, Осошку тоже включали, а в Осошке же нет костов. Какие там косты там? Ну, разработка, что у тебя эти... Ну, Ну, смотря сколько она живет, Косты на понятное Facebook дело. и Да, косты да, на да. ОСО — это Разные косты. не то, Не, что понятно. разные. Тут Это... смотри, просто основной смотрящий этого канала, это условно... Не, ФБ. Большая да. часть тут ФБ. Да. Это, Преимущественно я бы хотел, большинство. кстати, вот в это разобраться. Вот если взять вот это вот 100%, Мгм. ФБ будет сколько процентов оттуда? Давай так, за прошлый год ФБ будет 88-90, вот так Ух. скажу. Да. А 10 это все, это PPC, SEO-шка. Есть SEO-шка у вас, SEO-шка кстати? появилась как раз-таки, вот она в прошлом году появилась, но она денег не приносила в прошлом году, она начала окей. приносить в этом году. Поэтому SEO-шка была, но мы ее не считаем, там был только кост, там не было прибыли. Вот, в этом году началась уже прибыль, и там была ОСОшка. То есть это идет ОСО и ФБ. Мгм. PPC Мгм. там тоже у нас, честно, мы не самые серьезные PPC-шники, у нас каких-то больших цифр пока нет. Так по вашим же градациям, получается, вы тяжеловес тогда. Такой сильный среди команд. Вы можете себя назвать топ-1? Слушай, ну думаю, да. Ну, на сегодняшний день, как бы, я, наверное, могу назвать 2-3 юнита, которые, в принципе, за этот вот... Во-первых, это не то чтобы соревнование, где нужно добраться до первого места. Ну, все равно чуть-чуть есть. Нет, это скорее градация по бизнесу. Ага. Объясню, почему. Почему это важно. Потому что я в этом докладе, если ты просто вырвал из контекста, зачем я эти цифры показывал? Я не просто говорю, ребят, вот писюн, да, вот он бывает такой, такой, такой. Я дальше объясняю про как вводятся изменения в компании. И чем больше юнит, тем ему сложнее изменения в компанию вводятся. И я объяснял, как, в принципе, команды меняются, почему они могут меняться дольше, почему быстрее, в зависимости от сумм, которые они зарабатывают, количество сотрудников и как раз-таки их позиции в рынке. Ну, Потому что ты чем сильно больше, большим рискуешь. Всегда сложнее. Это ж Да, и базовое. дело не только в сложности, дело еще в том, что когда у тебя условно 10 человек, у тебя есть фаундеры, сразу байеры, ты что-то придумал, ты байерам спустил, они же и реализуют. То есть они и исполнители, и ребята, которым ты это сказал. Чем больше у тебя появляется C-левела, и как бы мы все не угорали из постоянных этих неповоротливых бизнесов, где все согласования, надо 15 метов, чтобы там условно таску передвинуть в Асане, то ты все равно приходишь к какой-то бюрократии сейчас, потому что из-за того, что C-левела становится много, и если от фаундера к C-левелу это спускается быстро, и идея понятна, то нужно уже думать не над тем, как новое что-то, новая вертикаль или новая там трафик сорс, еще что-то. Нужно думать не над тем, как это реализуется сверху вниз, а как раз таки над тем, как снизу вверх. Потому что пока фаундер сказал мне, я пошел к хедам, а не к бездевам, оно доберется до исполнителей, ребята уже эту идею надкусят, что-то новое добавят, здесь изменится, тут скажут, вообще нереально, это какая-то ерунда, байеры скажут, это неэффективно, я не залью, и это все работает по-другому. Поэтому тот доклад был как раз таки про то, как живут разные бизнес-юниты, почему они так живут и что с этим можно делать. Поэтому я вначале их градировал, чтобы... Не, бесспорно. Просто цифры в любом случае, люди, они дрочат на цифры, знаешь, как Факт. бы... У вас там цифры не только revenue, у вас там указан профит, что тоже обычно большинство не указывает. Они там 90% всегда раздувают Да revenue. мы мало чего боимся. Но я, в общем, бы, как человек, который ищет работу, а мне кажется, таких большинство людей смотрит, я бы в среднем, да, смотрел, потому что я думаю, я там не самый умный, не самый тупой, да, вот в среднем сколько этот. И именно поэтому я так и считаю. То есть вот 50 тысяч, 20 этот, скорее всего, байер там в среднем, как бы, если он нормальный, не самый лучший, не самый плохой, какую-то там 5 сможет зарабатывать. Я думаю, больше. Ну, я понимаю, сколько она. Я вижу выплаты там все. Я Не, понимаю, ну что они понятно, ну зарабатывают, как да. бы я имею в виду, человек же обычно, знаешь, приходя на какую-то работу, там чем-то рискует, что-то бросает и так далее, потому как бы просто, чтобы он себя не обманул. Что такое холдинг ZM сейчас? Мгм. Это не супер что-то новое от прошлого года. Фактически все равно основной бизнес-юнит — это трафик, это social трафик. С появлением у нас вайтов, конечно, очень много произошло изменений, скорее в понимании, что нам теперь делать, потому что открылись очень интересные всякие факторы, информация и внутрянка, как от платформ, как от провайдеров, так и в целом от продуктов. И сейчас пришло понимание, что
все это время и мы, в первую очередь, недозарабатывали деньги. И в целом большая львиная доля рынка недозарабатывали деньги из-за того, как считался трафик, как он оценивался, и что происходило с нашими игроками, с нашими пользователями спустя месяц. И вот когда вся эта информация... Мы сначала просто это подозревали, когда у нас появились свои продукты, мы смогли это проверить, и очень много интересного выяснили. Я уже об этом выступал на сценах. Это много кому не нравится. Я понимаю, что в этом году, скорее всего, я нормально поем говна. Вот, но я хорошо понимаю, зачем я это делаю и что я рассказываю, и какая у этого цель. Уже хороший отклик. То есть вообще кейс с курицей — это вот то, что мы сделали именно исходя из выводов, которые были, и подозрений. И кейс с курицей поставил финальную точку вообще. Что такое кейс с курицей? Кейс с курицей — это как раз Chicken Rod. Октябрь прошлого года. В октябре прошлого года Chicken Rod стал... Я все цифры в своем докладе сейчас, вот, который был 2 дня назад, у меня там прям все графики есть с точным количеством и Ты нам частотки, скинь после подкаста, и частотки, и выдачи. прикрепят ребята, чтобы Я знали. рассказал полностью всю историю, как ZM, собственно, сделали Chicken Rod тем, чем он сейчас является, зачем мы это сделали и почему мы это всему рынку рассказали в самом начале. Chicken Rod появился в Ютубе и ТикТоке. Смесь была в основном инфлюенсеров, то есть он в первой частотке в октябре прошлого года выстрелил. Мы это заметили, там пообщались, покоммуницировали с ребятами, с провайдером и посмотрели на продукт, на игру. Стали активно запускать ее как раз-таки в ноябре. Стало понимание, что происходит. То есть мы заметили, что на многих продуктах ее нету. Ни по Гуглу, ни по Ahrefs, нигде абсолютно эту игру нигде не знают. Она нигде не выходила абсолютно. Трафика почти на нее не было. Мы начали плотно заливать трав, ноябрь-декабрь, и буквально вот заканчивается декабрь, в январе месяце мы выпускаем кейс, который разлетается по всем пабликам абсолютно, это все потом обсуждали, вообще мы везде это посеяли, слили все цифры, сколько мы заработали с курицы, какой у нас там, что у нас по профиту, какая команда лила, зачем они лили, какие криосы, сразу залили в свой сервис прил, кучу прил с этим дизайном, полностью отдали всему рынку всю готовую штуку, новый плинка, забирайте. Подхватили это страшным образом, то есть полетело, понеслось очень серьезно, к нам прям приходили продукты, потому что их начали байера все долбить, какого черта у вас нету курицы, блин, ZM, льют, все льют, давайте и вы. Это все понеслось. Мы заметили, что буквально с января месяца по некоторым гео, по SEO-шке, там по 500 запросов в день, просто максимально все это несется, эта курица выбивается почти в ту же частотку, что была сплинка на пике в прошлом году. И все приходим к тому, что на сегодняшний день у нее настолько много этой курицы, что ее уже прямо сейчас закупать почти не хотят, боятся, там, типа, не окупается продуктом. Но за 2-3 месяца она появилась на всех топовых продуктах по всем гео, хотя и наута как такового далеко не везде можно было заметить как провайдера. Зачем это нужно было сделать? Есть интересная мысль. Есть SEO-трафик и Facebook-трафик. И очевидно, да, что все очень любят поисковые трафик-сорсы, SEO, SEO, PPC, они супер качественные, супер классные, без них невозможно, продукты готовы только их закупать и так далее. Есть ФБ, про который ходит флёр, что это ужасный трафик-сорс, он некачественный, там, перводепер и так далее. К чему мы приходим? Как только мы на 1 месяц, месяц-полтора, на продукте в тир-1, пусть будет это там 10 гео, останавливаем полностью закупку social-трафика, у нас через месяц органика падает буквально в 0. Более того, SEOшники, я прям видел все криосы, я хорошо с ребятами пообщался, SEOшники начинают закупать Facebook трафик на SEO-сайты, используя криосы, типа лучшая подборка казино, переходите на наш SEO-сайт, начинают искусственно, органически поднимать выдачу продукта просто через закупку, того же ФБ, только на свои SEO-сайты, чтобы хоть как-то выживать, потому что продукты, получается, что не генерят новую аудиторию, поисковые трафик-сорсы ее не могут генерить, они просто паразитируют на имеющиеся, если там нет новых юзеров, ты просто одних и тех же гоняешь, и это все идут мульты. Продукт начинает недозарабатывать, и через месяц-полтора в среднем продукты возвращаются к тебе в чатик с вопросом: ребята, анкап без KPI, так вас любим, в попу целуем, только залейте, пожалуйста. И начинаешь задумываться, почему. И приходишь к тому, что фактически сегодня, почему-то об этом не принято говорить, игроков по куке и по информации, что с ним происходит, блокируют ровно через месяц. Почти все продукты. Вопрос, зачем они это делают? Ты льешь трафик, у тебя прила забанилась, что потом с игроком происходит? Тебе стреляет эта информация в трекер? Нет. Вот. Конечно. А мы нашли эту информацию. И что происходит дальше? А дальше происходит, что прила забанилась. Чел, допустим, сделал миндеп или вообще не депнул, неважно. Удалил прилу, или она забанилась. Через 2 месяца набухался. Вспомнил, что была прила с каким-то казиком. Пишет его в Гугле. Переходит на SEO-сайт, и SEOшнику платит 300 евро. За игрока, которого я привел. Это мой игрок. Он про казино еще 2 месяца не знал. Он сидел на унитазе, ленту листал и увидел рекламу. И ты начинаешь находить такую армию этих игроков, которая фактически продуктом воспринимается как органика. Потому как что вы их затречили? у нас свои продукты появились. И SEO-шка появилась. И вы прокидывали, условно привязывали параметр к какому-то пользователю, следили за ним, когда Более того, ты на SEO-шку можешь FB-пиксель кидать. Но это никто не позволяет на аутсорсе делать из продуктов так, если ты начинаешь им заливать как команду просто. И сколько процентов вы так натрекали? Много.
И это интересно. И с этим кейсом я сейчас катаюсь по конференциям. Так, в принципе, мне кажется, продукты, они ж social трафиком разгоняют себе SEO-шку, абсолютно, SEO-шку, да, да. бренд-нейм и так далее. То Ну, тут есть ты Да, даже но не сможешь вопрос search в другом. закупать, не разгонять. Тогда объясни мне почему. Смотри, SEO, PPC, поисковые трафик-сорсы оцениваются как? Окупаемость за месяц. Разный процент, но окупаемость за месяц. У меня тогда вопрос, а какого черта в таком случае Facebook оценивается так же? У вас от Фейсбука value не игрок депнул за месяц, а игрок бренд awareness, он узнал про продукт, забустил другие трафик-сорсы, он появился, он вернулся еще раз. То есть value не за месяц. ну, ты смотри, если ты как У тебя value рекламодатель год. будешь на это смотреть, то у тебя с Фейсбука большой шанс, ну, не большой шанс, а будет определенный процент пользователей, которые условно туда, ну, они максимально не были целевыми. Они сейчас есть. Их И это не привлекли на поменяется. что-то и так далее. Ну, а SEO-шный трафик, он будет считаться, как что юзер сам зашел, и он, типа, более целевой, чем с Фейсбука. Но Ну да, будет ли работать SEO без Фейсбука? Скорее всего, нет. точно Мне нет. кажется, им похую, честно И что говоря. ключевое здесь? Что я хочу поменять? Мы не говорим о том, что нужно нам платить больше, либо нам нужно оплачивать игроков через полгода. Это бред. Все остается как есть. Есть месяц, есть процент окупаемости. В нынешний KPI или то, что закладывает рекл, нужно просто добавлять метрики, по которым будет определяться трафик. Потому что сейчас для реклов есть SEO, есть ФБ. Для них весь ФБ одинаковый, весь SEO одинаковый. А ФБ разный бывает. И ключевое здесь то, что если мы начнем хотя бы трекать игрока на протяжении когорт, типа 3, 6, там, 7, 8 месяцев, нам не нужно платить за них. Дайте мне хотя бы знать, что с этим игроком происходит. Я хочу знать, что мой игрок потом еще вернется на продукт. А мэчить это супер легко. Ты мэчишь по ID юзера. У тебя ID юзера не меняется. Он регался по своей почте, он по своей почте и зайдет. У него будет то же самое ID юзера, который был у него полгода назад. Ну да, ну ты же понимаешь, что для реклов... Это невыгодно, потому что Мягко нет... говоря. Да и не только что невыгодно, а просто есть определенное как бы классовое неравенство. То есть, неравенство. да, рекламодатель — это как бы там мужик, который заработал денег. Ну, я имею в виду сам портрет этого человека. И он обычный. Он думает, что это какая-то молодежь, там какие-то дурники, арбитражники где-то бегают. Вот, мы это мнение уже неплохо так меняем. То есть для этого, в принципе, я это и рассказываю. И плюс мы построили как раз-таки аналитику. Чем отличается ЗМ в прошлом году и ЗМ в этом году. Ну, такого точно в рынке ни у кого нету, потому что я плотно об этом узнавал. Что мы сделали? Мы, короче, построили историю, которая по API собирает все данные всех реклов со всех кабинетов. Все. NGR, GGR, там ROAS, OAS, историю с повторками, DEPSAM, на профит, абсолютно все. Мэчится все это с потоками, с кто лил, что лил, какой криоз лил, когда лил, за какой бюджет. Все это мэчится с инфой с наших трекеров, то есть UPC, RectoDep, вся информация. И ты в одном месте ты видишь, что у тебя за прошлый год, мы еще данные посмотрели за весь прошлый год, за позапрошлый год, у нас есть точная сумма и процент окупаемости ФБ-трафика за полгода, за год при определенных подходах. Мы хорошо сейчас видим цифры за прошлый год и в 160, и в 180% окупаемости от трафика. И причем там цифры далеко не миллион, ну то есть там сильно больше цифры. И при таких цифрах, то есть окуп рекла при 7-8 месяце более чем вкусный, почти всегда. И это мы говорим про тир-1, потому что ЗМ, там, большую часть трафика мы льем только тир-1. Мы дешевый гео крайне редко льем. В последнее время начали, но там пока тоже без особых. И это показывает то, что если продукт умеет работать с каким трафом, хорошо работает в процентном соотношении с разными трафик-сорсами, и понимает value продукта, value трафика, потому что есть продукты, которые куку за тобой закрепляют навсегда. У нас есть те бренды, которые нам стреляют долеты еще 1,5 года назад. Они не оплачиваются, да, но они падают в аналитику. И я понимаю, что это мой игрок. Окей, хорошо, я не получу денег, я не прошу за него денег. Пусть это будет ваша органика, или пусть это будет SEO-шка, мне по барабану. Но этот игрок был за нами закреплен, он заходил по нашему криосу, по нашему трафику, и он вернулся на продукт. И эта история очень полезная. Как к вам рекламодатели после этого начали относиться? С уважением. Мы же не все рассказываем, хотя можем. И мы хотим дружить со всеми. Мы хотим дружить. Мы хотим... Во-первых, мы еще нашли для себя интересно взаимодействие трехстороннее, а не двухстороннее. Потому что почему-то рынок упорно все эти годы игнорировал провайдеров. Ну, то есть, я вот с кем общаюсь, для всех провайдеры — это типы, которые делают игры. Ну, мистические люди где-то, да? Кто-то что-то делает, они Nice ездят, да, стенды ставят, и никто туда не ходит. Ты приходишь Nice, там пусто, там ходят эти пиджачки, да, вот эти все малиновые. И формально всем было по барабану на провайдерах. А мы такие начали с ними общаться, и, оказывается, ребята столько знают, интересно. У них, оказывается, столько всего есть, и цифр, и финансов. Да я знаю, ребята, ну, такие кейсы, что они подкупают сотрудников провайдеров, потому что провайдер стоит в операторе, и они видят всплески из-за этого и начинают... Так, а теперь конверсии и так Так, далее. а теперь и подкупать не надо, потому как после нашего кейса с курицей на нас просто начали выходить все топовые провайдеры с вопросом, во-первых, мы тоже так хотим, во-вторых, а как мы можем быть друг другу полезны? И теперь ты понимаешь, что провайдер тоже может закладывать и свой
свой интерес и твой интерес в эту сделку, и теперь сделка начинает пирамидально работать. То есть рекл, есть провайдер, есть мы. И мы полезны не только реклу, а зарабатывать только от него это мало, потому что SEOшникам переплачивают. У нас тоже есть SEOшники. Женя, я люблю вас, вы молодцы, но, это нечестно, и трафик должен честно оцениваться, потому что value у трафика разный. Поисковой трафик source, безусловно, привлекает целевую аудиторию, но она не берется из воздуха, это невозможно технически. Поэтому value должен распределяться хотя бы через KPI логично. Закладывайте больше период окупаемости, не месяц. У нас тут разговор начинает переходить уже прям в IT-компанию, а не в медиабанк команду. А мы давно уже себя не ассоциируем с медиабайингом, да, поэтому, у нас он есть, но все-таки мы хотим себя с зарубежной IT-компанией ассоциировать. У нас действительно много юнитов. Чего вы на гибридные модели какие-то просто не переходите? Вам тогда, получается, такой Facebook аналитика... трафик с гибридной моделью умрет. Короче, с бизнес точки зрения ты не можешь работать по гибриду либо ревшаре, потому что с нашими костами, а это... Ну, я понимаю, вам надо будет У постоянно... тебя бизнес закроется просто через 2 месяца. Кассовый разрыв будет гигантский. Он и сейчас, то есть, знаешь, с одной стороны, вот я тебе объясню, как работает с верхоуровневой точки зрения. Мы делаем рекорд в 14 миллионов. Все байеры в паблике летят все, боже, мы крутые, мы выкатили яйца, мы охеренные. А есть сверху ребята, которые, блядь, у меня 14 миллионов дебиторки. И мне надо сейчас как-то месяц спать, понимая, что я жду 14 миллионов, которые, если не придут... Ну да, понятно. Вот. То есть тоже, да, как Я говорил так дядя Бен, большая сила, большая ответственность, поэтому... Я так вопрос. понимаю, там разные Катана Медиа и прочее, они примерно Катана так и Медиа. работают. Они уже все, их уже поглотили, Да, да. их уже забрали. уже Ну, на вот Mac эти Катана вот, Медиа. да, там же есть определенные кластеры Они этих были топ-3. публичных, да, компаний. Они были топ-3, мы на них метились. А в прошлом году, мы даже писали об этом, Просто у них публичные отчеты, и там вечно у них мы их как обогнали как раз в бы прошлом году. кассовый разрыв, они вечно там должны еще, короче. У них SEOшка, там по-другому. Потому что RevShare, да, длинный. Именно так. У них почти все это SEOшка, их взяли, я не буду называть, кто их купил, на всякий случай. Вот их выкупил другой, более крупный игрок, что нормально, на самом деле, в IT-бизнесе это происходит. И мы на них метились, на их цифры. Мы уже к середине года прошлого обогнали их по Q2. Они же когда Q2 выкидали, мы тоже дали Q2, мы такие, класс. Ну, там, правда, второе место, там до него еще ползти еще очень много лет, и А целиться кто там очень еще выгодно. есть? То есть Там такие- JG, там ребята уже такие по 200 лямов, там уже туда далеко-далеко. Там большие, Они серьезные дядьки. принадлежат операторам, к слотам, или это независимые истории? То как, обычно это все равно конгломераты какие-то, которые как-то связаны. А ты же видишь, оно все как бы связано. Не обо всем можно говорить, но Ну, да. я просто не буду, я думаю, без Да, меня да. знаете примеры, когда провайдер, платформа и рекламодатели, и там прям, и пошло. И я не считаю, что это плохо, как будто бы... Нет, это синергия, чё? Ну да, это так Типа работает кто-то рынок. первый пришел в рынок, раскидал дальше бабки, и остальные начали развиваться. То есть тут это нормально, рынок так всегда. На самом деле так было всегда, просто об этом раньше особо не говорили, а сейчас все стало более открыто, прозрачно и стали чаще упоминать. Но я вижу, наоборот, как компании уходят от типа скрывания. То есть если раньше как-то, знаешь, было не принято говорить, что это все наши партнерки, сейчас уже как будто... Да, все сейчас говорят больше. Ну, ладно, окей, Да. хорошо, это все наше. И что вы нам сделать? Это наш бизнес. Вот у нас там 2000 сотрудников. И я считаю, это круто. Ничего тут такого нету. Поэтому тут окей. То есть с точки зрения того, как мы меняемся, мы больше не хотим расти ввысь. Мы хотим сначала вширь нормально все устаканить. То есть на сегодняшний день нету однозначной цели растить оборотку. Есть цель разобраться с роями, разобраться с окупаемостью, найти вот эти все... Вот мы сейчас нашли для себя провайдеров, как интересный бизнес-юнит, с которым можно кооперироваться. Нашли для себя аналитику, до сих пор ее строим. Это еще большой проект, это много времени потребует. SEO-шку. То есть это все мы в этом году будем доупаковывать. Если прошлый год у нас был новый эрон, мы называли, этот год у нас будет больше такой, как устаканиться, догнать. Вот. Ты же понимаешь, бизнес, если пружинит, а мы в прошлом году объективно отпружинили, причем неплохо так. Ты когда сильно отпружиниваешь, ты пропускаешь те этапы, которые должен был проходить органически, да, то есть шишки набивать, чинить, фиксить. Если прет, фокусируешься и пошел. Пока прет надо, конечно, так это и очевидно. Но в моменте ты понимаешь, что ты оборачиваешься назад, а там столько работы, оказывается, не сделано. И вот в этом году мы это все 100% устаканим. Так давай, смотри, вернемся к устаканиванию. Вот у вас есть разные юниты. У вас есть Buying. По факту ваш главный юнит, основной, который там кэшегенерящий, назовем это так. Ну да. 200 байеров в нем. Всего там в команде, в холдинге 300 с чем-то человек, ты говорил. 200 байеров. Дальше что еще идет по юнитам? Сервис аренды. Аренда. Да. ZMAPS. Да. Что это по людям, по каким-то цифрам, если они уходят в паблик? Слушай, не, по цифрам я не скажу точно, это надо лучше Жене общаться. Я могу точно сказать, что по людям, сколько там, человек
из всего холдинга это пусть будет человек 50, наверное, Окей. Я объясню, почему я говорю. Потому что я не хочу разделять часть разработчиков, которые там условно... Они пересекаются, Да, я были и понимаю. до, часть, которая и сейчас. Очевидно, что это все-таки все разработка, поэтому Мгм. лучше брать их целиком. Вот. Это отдельно ребята. У нас есть просто еще не публичные части, то есть там истории там с белыми апками, ну, то есть есть разные бизнес-юниты, которые мы не афишируем, да, и они там не самые прибыльные, не самые там и кассовые. но они- Потестите, пока туда полностью фокус не сместили. Да, есть отдельные ребята, которые занимаются вайтами, они в целом как бы и в холдинге, и не в холдинге по очевидным причинам, вот, то есть мы не афишируем всю эту историю. И есть SEO-юнит, ну и аналитика, то есть аналитика, ее тяжело оценить как прямой, ну, финансово интересный юнит, то есть мы не зарабатываем с него напрямую, но это отдельные люди, которые, ну, недешево стоят, но это очень прибыльно будет и выгодно впоследствии. Конечно, они вам 1% что-то найдут где-то, и все, это уже все меняется. Именно так. Вот. И SEO-шка. По SEO-шке там нет много людей сейчас. Их там и не надо много. Там команда до 10 человек в тотале, наверное, если брать, кто сейчас участвует, этим всем работает. У нас 5 сайтов. И планируем до конца года как минимум еще 5, собственно, обрасти сайтиками. Я вспомнил, ты про SEO говорил, я вчера стоял на конфе, какой-то малый подходит пьяный. Говорит, Я SEO-шник. говорит, привет. Говорит, у тебя есть SEOшники? Я, говорит, готов у тебя забрать SEOшников. О, боже. Я говорю, ты кто? Говорю, вообще? Забрать, понял? Да, я говорю, ты кто? Он говорит, я собираю SEO-команду. Я говорю, если у тебя есть SEOшники, давай, я заберу, если ты знаешь, где брать SEOшников, как грибов. Он говорит, я понял. И ушел обиженный, блядь, просто какой-то невменяемый. Слушай, Влетел. мы делали ивенты. Мы делали ивенты, короче, под чужими, ну, типа, не под нашими именами для SEOшников. Это удобная история. То есть ты собираешь их, берешь какого-то известного SEOшника, да, Закрыл вокруг. и там одного своего этого засланного посылаешь, и он там Я потихоньку в уши им рассказывает. Ребята, есть мысля, короче. Я просто с искать SEOшником вспомнил, как я когда еще там работал когда-то на работе, то ребята-фаундеры, мы где-то были в Амстердаме или где-то, наелись все грибов, и они SEO выбегали за дверь и говорят, ищи трав, не пустим обратно, пока трав не найдешь. Он куда-то Вот это упиздавал искать трав. Конкурсы. Просто, ну знаешь, как SEOшники трав. Блин, ну SEOшники, на самом деле, наверное, самые уникальные ребята, с кем я общался в рынке. Ну, то есть это всегда нестандартные личности, от которых не знаешь, чего ожидать. То есть это... Кто-то говорит, мы придумали арбитраж, и вы вот все вот это, вот вы арбитражники, а мы как бы, ну, там... Мы выше. Ну, выше да, общества, да, да, безусловно. Кто-то просто там абсолютно не контактирует с внешним миром и, ну, не супер дружелюбный. Очень разные люди. У нас вот руководитель SEO направления, он как бы тоже достаточно популярен в этой сфере, он там, у него и блог свой и так далее. Но он просто чувак адекватный, классный, приятный, поэтому с ним это дело круто пошло. А он уже работает с SEOшниками, вот, ну, классическими. Он умеет с ними работать. Вот поэтому я не буду утверждать за всех. Там команда небольшая, но идет уже неплохо. Есть пару сайтов, которые классно запились. Они прям по всем гео, там нет ограничений. Есть моно-сайтики с одним гео. В основном все-таки у нас по большому спектру. Но вы сами понимаете, что такое SEO. Это не про быстрый результат. Не, вообще не про быстро. Поэтому мы особо и не... Мы никого не пушим, не паримся. То есть понимаем, что делается, видим цифры, они есть, они приходят, денежки зарабатываются, пусть пока не супер большие, но это как минимум полезно. То есть у того же SEO внутри холдинга value не только доход прямой, value еще как минимум наличие такого трафа. Это в переговорах помогает. Это помогает иногда продать ФБ, которые не хотят брать, за счет SEO, которые хотят брать. И ты такой, давайте на берегу договариваться, мы вам SEO-шку, бонус ФБ. Ну, как бы в таком формате тоже хороший рычаг давления. Мне вот интересно, 7 команд. Мгм. Как они там очутились? То есть это вы их вырастили или они к вам Платили. пришли? Если пришли, то тогда что вы им можете предложить? Так ты, как и все, да, типа, Не, безлимитная оборотка. Сейчас пойдем Не, ну мы просто, Не, мы просто как-то уже спрашивали, да. с пару ребят общались, и там есть такие персонажи, которые вообще не могут объяснить, там типа говорят, там, мы берем команды от такой-то суммы прибыли, а ты спрашиваешь, а что вы им даете? Он говорит, ну, с нами это Наша классно, красиво. экспертиза. Ну, в чём? Понятно. Экспертизу, что именно. да. Этим процессом просто отчасти прям я занимаюсь, поэтому мне, наверное, проще будет. В общем и целом, изначально в команде, в компании было 3 команды. Как бы это такие 3 краеугольные команды, которые вот они кор-образующие. 3 кита. И они до сих пор существуют. И они, ну, объективно такие самые большие. Как бы. Мгм. Это так и есть, это неизменно, это факт. Они разбросаны по миру, да? То есть У нас вообще география все сложная. равно, да, У нас... где договоритесь, Ну, там вы. больше офисно они работают или ремоут? Это Нет, всё все равно? ремоут. У нас с офисами. У нас офисы везде. У нас офисы и в Дубае, и на Кипре, в этом главном Амстердаме, в Ереване офис. Но и это все до одного места, потому что все равно разбросаны по миру. Мгм. Офис это круто. А в офис могут ходить люди из разных все. команд?
То есть Все. кто угодно. И байра, и Типа как у Genesis структура. там устроено, то есть точно так Да-да-да. же. Мы, наоборот, постоянно завлекаем в офисы всякими активностями, потому что, ну, есть за редкими исключениями сотрудники, которые, наоборот, говорят, слушайте, а у вас есть офис, потому что мы хотим в офисе. Но это редко. Зачастую говорят, можно, пожалуйста, не ходить в офис. Ну, вот как-то Ну, вот. а вот, кстати, интересно, то есть если есть офис, да, и есть там 3 команды, и условно там в офисе в Ереване могут встретиться 3 сотрудника 3 разных Да. там Ну, команд. корпоративы есть, Да, слушай. то есть и корпоративы, Ну и да. все. То есть А, вы их объединяете. Ну да, да. это получается ваша часть костов как холдинга. Да. То Да. есть они там получают условно какую-то свою часть, которую делят на Ну себя, да, да. а остальное вы это вот та польза конкретная, которую вы даете, да, Ну, конечно, они, в принципе, Ты за имеешь в виду, офисы, что холдинг перекрывает как бы всем командам со логистику и своего так далее. бюджета логистику, офисы и так далее? Ну, Они все, да. сепарируют его на команду Ну да, конкретно? да, А, Конечно. Не, ну, да. Это, на самом деле, не так много, как кажется. Это не такой Не, большой кост. я прекрасно понимаю, но это как раз вот часть этого value, понимаешь? Да, Потому что- безусловно. В общем, 3 команды корообразующие. И это почему я это говорю? Потому что это важно. Потому как из 2 из этих команд на сегодняшний день отпочковались еще команды. Как это происходит? Яркий пример. Давайте 4-й команды расскажу. Какое-то скрещивание, Я размножение. Почкование, Почковали, да-да-да, все так. Был кейс, он везде у нас медийно в прошлом году светился, я не буду много на нем останавливаться, без обид Тони. Пришли к нам ребята, внутровики, вот, AI Project, мы там везде эти посты писали, и там 3 человека, по сути, пришло. Они лили только нутру, вообще с геймбло не работали. Пришли к нам, и там просто, ну, овнеры очень такие прям классные, живые ребята, и их изначально добавили в живой юнит. То есть в уже существующую команду, типа вы втроем внутри тут варитесь, вы не будете отдельной структурой, вот под вами там хед, он вас научит, все будет супер. Ребята через 2 месяца делают цифру, ну там X был колоссальный, то есть они втроем сделали там чуть ли не как полкоманды, а то и почти как вся. И их просто такие, так, погодите, и буквально 2 месяца в компании, у них отдельно свой аккаунт-менеджер, трекер, афера, юнит, все отдельно. То есть их просто вынесли, и до сих пор они как отдельный юнит. Это единственный такой пример, это редкий случай. Вторая команда у нас была, они в целом пополам поделились, и с одной команды просто вот прям практически ровно пополам их поделили, потому что там, по сути, было как бы 2 таких серьезных тимлида, они между собой просто их разделили, потому что они супер разные вещи любят, вплоть до гео и так далее. Остальные команды, у нас есть одна непубличная команда. Давай так, она публичная, но она не под бренд-неймом ZM. Она просто очень известная, я не буду называть. На самом деле, кто-то знает, кто-то не знает, не суть, просто лишний раз не буду упоминать. Это как бы партнерство, оно не стопроцентное, но это партнерство. И они с нами очень давно. То есть эта команда, в принципе, мы частично закрываем им структуру. Это в качестве офферов, оборотки, все это частично, то есть не в полной мере. Все, что я говорил до этого, это в полной мере. Далее у нас появились команды, все, что остальное, это команды, которые пришли впоследствии в прошлом году через проект ZM Upgrade. Мы делали ZM Upgrade, как раз-таки вот присоединение команд, 200, что-то там с чем-то было заявок, цифра точно есть у нас. 200, команд. да. Из которых, важно, мы делали ивент в Ереване, где мы собирали как раз-таки, это был как финал ZM Upgrade, там непосредственно наши фаундеры были спикерами ивента, а они никогда нигде не спикерили, это был первый и последний раз, когда это произошло. Мы собрали как раз байеров, овнеров команд, вот хедов, большинство тех, кто желал и хотел попасть к нам, и в Ереване был закрытый ивент, где ребята, фаундеры выступали с этой темой, почему, зачем и как. 200 заявок, 200 плюс. Только 60 из этих заявок дошли как минимум до общения с HR-ами, то есть это скрининг был, то есть больше, чем там 70% вообще даже скрининг не прошли. Что было в базовом скрининге? То есть оборот их, состав, экспертиза. Вы же смотрели Ну, наверняка адекватность, всё это. наверное, да. В первую очередь это овнер, ты удивишься. В первую очередь это окей. кто там овнер, что он из себя представляет, чем они занимаются, чего они хотят. Если на старте в заявке человек, который управляет юнитом уже какое-то время, представляет себе либо какие-то золотые горы невероятные, да, там кисельные берега, ну, то есть летает в облаках, да, либо если то, чему его юнит занимался до этого, никак, ну, то есть условно, если он пишет, я плачу байрам 65 и 70% профита, мы понимаем, что нам не по пути. Ну, то есть, да, он зарабатывает там, наверное, свой 1%, и это круто, наверное, ну, то есть я не буду влазить в такой бизнес, все окей, все супер, мы желаем ребятам удачи, останемся друзьями. Вот по этим паттернам был первичный скрининг, который никак не коррелировался. Вот этот стак, собственно, уже доходил до общения там и с HRBP, и отчасти с фаундерами, было много коммуникаций, и вот из этих команд только 4 или 5, не меньше 4, я знаю точно 4, но, по-моему, было 5, дошли уже до того, что пришли к нам в холдинг, из них только 2 осталось. Да. Окей. Я сейчас объясню, как это работает, да. Какие базовые, в принципе, требования? То есть это прибыльные команды должны были быть.
прибыльно это понятно, это очевидно. Но на самом деле, посмотри, я только что рассказывал пример, мы взяли нутровиков, которые в лучший месяц 100 тысяч наливали, и по нутре. Мы взяли в Гимблу заливать трафик. То есть Просто они вам понравились по каким-то там... Первый паттерн — это человек, это овнер. У нас какой принцип? Мы не ищем, короче, людей под позицию, мы придумываем позицию под людей. Если это крутой человек... Кстати, некоторые говорят, что это не сильно правильно. У нас всегда так. Это у нас прям вот в коде культурном зашито. То есть мы крайне редко, что мы вот придумали позицию, а потом начинаем полгода под нее человека искать. Мы общаемся всегда с людьми, со всеми всегда открыты. Если у человека есть что-то горит внутри, что-то интересно, под него можно придумать юнит. Если, опять же, нам это будет иметь не просто, чтобы забрать его. Ну, понятно. Не будем там называть, кто так делает, но чтобы конкретно это было прибыльно нам, интересно всем. Так вот, у команд есть определенный паттерн, по которому они проходят, так скажем, онбординг. Он длится обычно до 3 месяцев, при котором ты выдаешь ему с ним обсужденную сумму денег. Допустим, он тебе рисует, что ему нужно бюджета на $200 тысяч, при которых он планирует лить вот это, вот это, вот это. Там, Ну, давай можем сыграть в такую игру. Вот я там, типа, к примеру, владелец команды, который хочет... Я говорю, сейчас прямо расскажу весь сценарий, да, как... Ну, давай, во-первых, разберемся в моем целевом портрете и вообще, что мне надо. То есть, какая у меня основная может быть боль? Там, наверное, оборотки, может быть, да, не хватать. 90% все говорили за оборотку, еще 10 говорили за людей. В основном больше ники боли не назывались. То есть в крайне редком случае говорили про техничку, и это плохо. Потому что на самом деле это большая боль, просто люди этого не понимают. И еще мое мнение, что боли, мы это впоследствии выявляли, это финансы, но не оборотка, а косты. Когда ребята не очень трезво оценивают количество своих костов. И, ну, то есть, знаешь, у них типа есть, вы знаете, есть прямые и непрямые косты, да, то есть есть косвенные и как бы прямые. И многие косвенные неправильно считают, они смотрят, как ты, по-моему, до подкаста комиссии чисто по роям свой, заприлы. А агентские аккаунты. Ну, ты да, там набежать может быть здоров. А это не учитывают. То есть они смотрят там, что у них маркетинг-профит там у меня в биноме 50%, а что реальный там 15 остается, и их сейчас, да. типа не ебят. Ну хорошо, я к тебе прихожу, говорю, вот нас 10 человек, вот мои кенты там, все мы работаем, $100 тысяч в месяц зарабатываем, основная боль, не хватает оборотки. Что ты будешь спрашивать? Да, если у них одна боль, не хватает оборотки, чаще всего это плохой сценарий. Объясню почему. Не потому что там жалко денег. Хотя не занимается, принципиально не занимается инвестами. Вот в прямом понимании, что мы именно выступаем как инвесторы, и все, мы не работаем так ни с кем, мы никогда не будем. Есть очень простая причина. Почти все, с кем я общался, и общались наши ребята, кто говорит, что у них оборотки мало, то есть как они обычно говорят. Я сейчас скажу тебе прям прямой пример с Еревана на ивенте. То есть чуваком мне говорит, смотри, у меня в среднем оборот в месяц $100 тысяч. Я лью, у меня в среднем ко 2-3 недели оно все в холд падает, и мы потом еще 2-3 недели ждем, холдим, получаем обратно и льем. И вот из-за этого, ну, реклы, да, там плохие, и денег мало. Из-за этого мы вот эти вот 100, там максимум 150к варим от месяца к месяцу, и то и не весь месяц льем. Так он полмесяца тупит просто. И он говорит, вот мне бы сейчас еще лямчик, и, ну и класс, у меня высвободится. Я говорю, смотри, брат, смотри, мы даем тебе 1 000 000, и у тебя через месяц холд 1 100 000. Ну, типа, я, получается, тебе не то, что не помог, я тебе, ну, сделал проблему, у тебя дебиторка 1 100 000, и ты спал и так плохо при сотке, а сейчас при ляме ты вообще ногти сгрызешь. И они этого не понимают. Ну, то есть проблема же не в оборотке как таковой. Проблема не в том, что у тебя буквально нету средств. Это может быть проблема, если у тебя там даже 10 тысяч нет, ну, тогда, скорее всего, бизнес не функционирует. Если речь про 100-200к, и они у тебя просто холдятся, и тебе их мало, то 100% проблема не в инвесте. Поэтому инвест как таковой в арбитраже, он вообще не жизнеспособен. Ты не помогаешь команде чисто инвестом. Да, но я просто для себя пытаюсь понять, вот если, к примеру, у нас 10 кентов, и мы зарабатываем себе $100 тысяч в месяц, то зачем нам кто-то? То есть, типа, если мы зарабатываем, это значит, что у нас уже оно как бы не зависает, да? Это значит, мы уже распределяем там по десятке, к примеру, себе. Как долго вы зарабатываете 100 тысяч? Ну, год, к примеру, я не знаю. Ну, это плохо. Ну, если бизнес год не растет. Смотри, как мое мнение, у бизнес-юнита, вот у тебя у компьютера, ты включаешь компьютер, у тебя есть оперативная память. Часть оперативной памяти у тебя всегда занята на жизненно важные процессы, без которых компьютер работать не будет. Она всегда занята. Как по мне, в бизнесе, тем более в нашем, который может закончиться в любой момент, рост постоянный бизнеса — это твой жизненно важный процесс. Ну, то есть, если ты не растешь бизнес, у тебя байеры уйдут, у тебя они найдут что-то поинтереснее, у тебя нету роста в количестве проектов, которых ты можешь заливать. Ну, как по мне, опять же, если рекла закроется. 100 тысяч, скорее всего, 2 реклов, ну, 3 максимум. Хорошо, я прихожу, мы с 10 кентами льем $100 тысяч в месяц зарабатываем, уже год зарабатываем, хотелось бы расти. Знаю, что вы помогаете расти. Да.
Что ты спросишь? То Да. есть какие эти... Пенелька- Что тебе важно? Пенелька очевидна за год, супер важно. При этом ее не все хотят Чтоб показывать, посмотреть весь но нужны именно косты. В первую очередь меня не прибыль А интересует. как ты пруфы проверишь этого всего? Я ж тебе Да, могу пенельки слушать. рисуются. Поэтому эта проверка, то, что мы рассказывали, что есть 6 команд, 5 команд, которые прошли уже непосредственно трафик, на этом этапе они как раз и отсекаются. Но к этому попозже. Пенелька, второе — это список офферов, ставки. Даже проверить можно. И вот как раз, когда ты начинаешь смотреть список офферов и ставки, ты уже пенельку уже можешь проверить. Ну, допустим, ты тут не проверил. Я, опять же, расскажу, как дальше это можно сделать. Короче, смотришь данные, что они льют, сколько они льют, куда они льют, по каким ценам и что по костам. Это уже ты уже понимаешь, что с ними происходит. Потом, опять же, адекватность овнера. Это, повторюсь, супер важно. В идеальном мире он должен сам ко мне прийти с 3-месячным финпланом. Но это в идеальном мире, давай будем, знаем и байеров. То есть типа подготовиться. Знаем и байеров, по факту это очень и очень маленький процент байеров понимает, что это такое. Типа, В идеальном мире, да, он с тобой сразу уважительно говорит, там не тыкает, не мыкает. уже супер. И говорит, Ярик, Если как он ты, не плюется братан? при встрече, то, Да. ну, мне уже импонирует, я уже готов с ним поработать. Если у него там CV даже есть, да, какое. Если он знает, что это такое. Или глаза не бегают во время разговора, да, на ивенте каком-то. Да, такое. Вот, поэтому такое тоже было просто. Первое — это вот эти 2-3 этапчика. То есть на этом моменте мы понимаем, во-первых, мы смотрим, на что мы смотрим в таком случае. Во-первых, мы смотрим на то, что если они льют то же самое, что и мы, это уже супер, нам будет супер изи их в структуру вести. Второе, может быть, и бывало и такое, может, наоборот, они льют что-то, что мы не лили, и вообще это, ну, бомба, это просто замечательно. Понятно, Они тогда что-то вы и откроют экспертизу нам. покупаете. Это вообще супер в таких случаях. Мы можем шерить друг на друга, мы оба будем полезны друг другу. Третье, это может быть интересно из-за, опять же, допустим, они льют только какие-то определенные подходы, которые, повторюсь, мы, опять же, никогда не лили. И если цифры сходятся, они делают уже неплохие цифры на каких-то новых для нас подходах, это тоже интересно. Словно они курицу придумали. Да, то есть тут нужен баланс между они уже делают, что делаем мы, и они делают что-то новое. Вот тут нужен, конечно, идеальный баланс. Потому что если они буквально все делают, как то, что у нас уже есть, то тут, конечно, тяжеловато. Если они вообще ничего из нашего не умеют лить, наши геопопулярные, то тоже сложно. Тут баланс. И вот представь, что мы сошлись с тобой на геопродуктах, костах, распределении бюджетов по процентам байеров, плюс-минус сходимся. Сетки на самом деле можно регулировать, если там сетка хотя бы там, ну, в пределах 50-40, что тоже на самом деле очень много, но это хотя бы можно дискутировать, это можно решать. В таких случаях мы переходим к этапу работы. Как она выглядит? Есть 3 месяца. Допустим, на первый месяц он говорит, что у нас сейчас наша оборотка 100, мы обсуждаем там, в какой доле мы партнеримся, очень сильно, ситуативно мультипликатор и стоимость выкупа доли бизнеса, либо его целиком, зависит от того, какая была оборотка за весь прошлый год. Ну, к примеру, если вот за весь прошлый год мы крутили там свои 200 тысяч и зарабатывали 100 там частяком себе каждый месяц, то на какой мультипликатор мы можем рассчитывать? Ну, примерно. Ну, вся сумма чистого, плюс там, ну, это может быть 1,5, может быть 2. Ну, надо смотреть. То есть мы... Мне тяжело с головы сказать, надо прям сесть и посмотреть. 1,5-2, давай так назовем. X1,5, X2. От чистого. Да. Года. Ну, конечно, года, конечно. С момента, как мы пообщались. Мы смотрим весь год, ну, то есть вот мы пообщались, допустим, за апрель, да, мы говорим, вот смотрим. Да, но это же такая тонкая грань, потому что я, к примеру, знаю там много... Вопрос доли. Чем меньше доля, тем другое. Ну, то есть тут, я же говорю... Это абсолютно понятно. Вопрос, просто как сойдемся. Я знаю кейсы, когда вот так вот продавали, и как раз после таких кейсов там большие фонды перестали, ну, часто выкупать без экспертизы, которые продавали компанию, а потом фаундер просто там уходил и пересобирал тех же людей под другим брендом, условно. Давай лукавить не буду, у нас тоже были негативные кейсы. Ну, тут нету секрета, тут нету какого-то супер success story, где я буду рассказывать, как у нас все получается. Я сразу сказал, что не все команды, во-первых, остались. Во-вторых, ну, были кейсы, когда ты сначала видишь одно, вроде бы все сходится, и, опять же, на второй, там, максимум третий месяц ты понимаешь, что все далеко не так. И это не самое страшное. Ну, вы, наверное, им вы выплачиваете это как-то порционно для того, чтобы себя во-первых, кошельки обезопасить. вообще. Повторюсь, зависит от процента доли. Это вообще краеугольный камень. То есть, смотря о каком мы сумме говорим. То есть, есть к примеру, вот равноправные мы партнеры теперь или нет? Ну, тут мы сейчас запутаемся. Смотрите, мы брали 200 тысяч, у тебя был оборот, 100 тысяч чистого профита, к примеру, отливали. Миллион за год мы заработали? 1 200 заработали. Ну, давай миллион легче считать. Миллион заработали. Хотим, все, вы прошли все проверки, вам все подходит. Поторговали, за год выкупили. 30% долю, так и считай. 30%, окей. То есть вы там... По 300 тысяч. Ну да, и мы в долю входим. Это только мы вошли в долю. То есть мы обсудили и вошли в долю. То есть мы стали как партнерами в определенном вопросе. И дальше мы обсуждаем с ними, как мы двигаемся. То есть как будет работать формат оборотки. Мы можем полностью покрывать оборотку, то есть весь спенд будет за наш счет. Они вообще больше деньги свои как могут не тратить. При этом тогда и распределение... Ну, доля помоется, да.
Либо они могут вместе с нами на равных, что было бы... Типа 70% они вкладывают, 30%. И они, вот, то есть это тоже всегда, то есть у нас нет одного сценария, у Ну, нас я реально понимаю, с я каждой командой примерно это очень, Овнер. да. Где-то он говорит, я готов всю оборотку отдавать А обратно. кэш-ин, кэш-аут овнеру. Вот это и говорю. Просто Сумма, многие которую мы очень даем. не любят. Сумма, которую мы даем, когда... Всегда даем два варианта, всегда. Ты можешь сразу ее кинуть в оборотку, и нам это, конечно, сделает... Ну, это Ты типа красавчик, доверие, да. ну ты да, молодец. Либо ты можешь купить себе тачку, понятно, но тогда, ну, это, конечно, уже другой разговор, да. да. И что выбирает большинство? Слушай, вот чаще всего, ну, пополам, давай так, не все. Был один, который прям все кинул, красавчик, да. А кто-то часть, типа, понял, там часть, ну, там обычно начинается, мне надо долги закрыть просто, там это, короче, там. Не, ну, в принципе, Успешные желание что-то У продать, меня оно- кредит висит Не, ну полгода. что-то да. купить хочется, в любом оно случае, конечно. продиктовано часики, тем, там, что да, ты машинку. хочешь себе Да. выйти в кэш. Да, это сейчас. И мы это понимаем, ну, то Да. есть, окей, То хорошо. есть это какой-то баланс. То есть нормальный, адекватный чел половину кинет туда, половину заберет. И Ну, я что-то такое. проблемы тут тоже, да, не вижу. Это Да, нормально да. абсолютно, это окей. Но это его бизнес был, вы купили долю, он может... Этими деньгами может распорягаться как хочет, это его Да. деньги. Вот, а дальше уже, собственно, доля и оборотка зависит, опять же, вот как на берегу договоримся. Есть разные, супер разные сценарии, нет вообще нигде одного сценария. Но, повторюсь, чем больше мы партнеры, тем больше мы, само собой, можем влиять и общаться с овнером о изменениях внутри, что будет касаться и процента, который платится байерам, ну, потому что все понимают, да, чем больше дают байерам, тем меньше и мы получаем. Ну, то есть тут уже, повторюсь, это все всегда такая полемика, математика, и Ну и зачастую мы понижать сходимся. всегда сложно. Конечно, это делается не за один месяц, это делается порционно, начинается это сверху с тимлидов. Ну, короче, я не думаю, что я открою Америку, это все так делают, это обычный процесс. Хорошо, а вот еще дальше, да, и дальше вот 3 месяца как раз вот эти. И вот за эти месяца ты смотришь, ты выкупил долю, ты договорился, вы начали работать. Он говорит, я всегда привык, мы там спендили, там, пусть будет 300 тысяч. Давайте сделаем бюджета с учетом доли, там, давайте пусть будет 500 000. То есть мы там 200 000, допустим, докидываем. А как вы их докидываете? Вот Я, это кстати, тоже интересно. не На, то есть на Ну, не свой... докидываем, закладываем на оборотку. У нас Нет, есть как это студентские, есть... Вы вряд ли же ему их высылаете, Ну, криптоид. Вы Нет, куда-то такой на один раз был. кабинет. Один раз такое было. Ну да, но это стремновато Да. звучит. И Наверное, на остался парень этот. кабинеты... Мы с ним больше не работаем. Да, на кабинеты пополняете, да, на сервисы карточек. У еще. нас тут такая чуть NDA история, как мы работаем, но давай так отвечу. У нас у байеров нет доступов ни к чему вообще, это все делают другие люди. То есть у нас ни к агентским нету доступов, ничего. То есть там все через... У вас фин-ответственный человек, прокладка между вами по Поверь, факту. да, этим. у нас не мутят байеры, у нас невозможно в системе замутить, поэтому это касается и новых юнитов. Не, ну на свой оффер какой-то могут слить. Никак. Не? Технически не сможет. Вообще. Вы сделали, получается, ну, скорее всего, я подразумеваю, это так работает. У вас техническое решение сделано так, что вы ему отдаете линку, Мгм. и он линку даже не может настроить. Никак. Но это давно, это изначально было в компании. Ну, вот логично. Слушай, я знаю кейсы и знаю истории очень сильно нехорошие, когда левачат по-взрослому за чужие деньги, да и бабки вводят с этих, прям с кабинетов, и такое слышал. Нет, так это понятно. Он может только... Он линку может другую Он поставить просто в ему в кабинете. Facebook поставит, да. В Ну, кабинете это как может бы на время поставить очень другую палевно линку. и- Это вообще, ну, то есть это не проживет вообще нисколько, это, поверь, это очень быстро все. Ну, то есть у нас таких кейсов не А было есть вообще. синхронизация спенда в кабинете, Конечно. к примеру, с типа оффером, который он взял, там, ежедневная или там ежемесячная? У нас ежедневно, у нас есть сервис один общий, который как раз-таки чекает весь спенд и профит со всех трекеров в одном месте. И доступ туда есть у крайнего узкого пула людей. Там, условно, у фаундеров, там у меня, у финдиректора. И кабов. Ну да, и мы все видим. Мы видим, кто, Ну, что. день проживет его схема тогда. Ну, максимум. Но Да и это, сколько он там но отспейнит? это ваша штука так работает, наверное, в основном на агентских аккаунтах. На А мы большом только с агентскими количестве физиков сложно бы. Мы только с агентскими работаем, да. Но раньше там все на физиках работали. Слушай, да, Последние- я понял. Ну, у нас кто-то, по-моему, до сих пор иногда балуется там и с разными этими, и с кингами и так далее. Но в основном все с агентских. У нас большая часть трафа с агентских капов. Ну, типа, чуть-чуть, смотри, чуть-чуть, получается, спиздить он сможет, но это вообще Ну, не это серьезно не глобальная, будет, да, типа, история какая-то. И Это как бы неоправданный непонятно риск. зачем, да, Ну просто вот, даже. да, типа, ради чего? Ради того, чтобы тебя выкинули, ты больше нигде не работал в арбитраже, ни в одной компании, а это Ну легко да, устроить. это зашкварно будет. Фрилы, деньги, маркетинг. А еще последнее мне интересно, как вы проверяете вот этих PNL-ки? То есть на Да, моменте это хороший того, что вопрос. это Ответа на него самоцель. нету. Ну как я тебе отвечу, как проверяем пенельки? Первое, я тебе уже говорю, сопоставить то, что он покажет по трекеру, по офферам и сделкам. Типа нет ли каких-то... Да, разных. Ну, потому что у тебя, если он льет Германию по 120, да, и он льет ее месяц, ты видишь по трекеру цифры, и у тебя пенелька не может сильно отличаться от трекера, это было бы странно. Поэтому там
по минимуму нельзя заметить очевидную разницу. Но можно и трекер нарисовать, поэтому мы всегда обычно просим доступа в трекер. Но даже если и это будет каким-то образом подшаманено, то в первый месяц это опять же станет Ну, я понятно. понимаю. Если ребята год лили 300 тысяч, они не могут на первую неделю освоить 50к, то, блин, ну о чем мы говорим? Ну, то есть, спасибо за попытку, ну, до свидания. Ну и в процессе там наверняка много там ты его попросишь трекер, там, да, там окажется, что трекер там только за 3 месяца есть данные, а там До этого оно стерлось, сломался, да. сервер сгорел, там. Памяти много занимал, мы почистили. Да, просто. Да, это У меня была классно. самая смешная история, которую в жизни слышал. Я клянусь, это реальная история. Чувак мне заряжает, говорит, слушай, у меня спенд 10к в день. Я говорю, неплохо, давай что-то попробуем, пообщаемся. У меня первый вопрос. Это я клянусь, это первый вопрос. Говорит, слушай, а как гитара скачать? Что-то, блядь, не понимаю. Я говорю, гитара скачать? Он такой, он говорит, да. Я говорю, 10 тысяч в день, да, у тебя спенд? Я понял. Тенге, наверное. А какие у вас самые большие факапы были? Ну, давай, с командами, с инвестициями, с чем-то таким. Ну, команды не все выстреливают. То есть ты понимаешь, что начинаешь работать, у тебя математика вообще не сходится. Либо оффера не заливается практически. То есть ребята пытаются, у них ничего не проходит, да, там и модерку не проходит, и видно, что трафик режек. Но это странно. Для ребят, которые хотя бы там 100-200к чистым делают, это очень странно. Это уже сыпется. У нас не было крупных прям факапов, типа на там миллионы, таких не было. Само собой, инвест, ну, опять же, повторюсь, не инвест, а партнерство, оно не всегда может быть успешным. Да, И я понятно. очень хорошо знаю ребят в рынке, мы тесно общаемся, кто тоже активно подключает ребят. И, увы, процент успешных кейсов, он меньше, чем процент неуспешных. И это нормально. То есть об этом не стыдно говорить. Увы, это такой риск. Но поверьте, чаще всего риск оправданный. Одна крутая команда может тебе перекрыть там типа 7-8 Так и удачных кейсов. информация, во-вторых, то есть, типа... Безусловно, то есть это бывает, чаще всего сыпется как раз-таки на этапе первых месяцев залива. Это все всегда вскрывает. Ты понимаешь, во-первых, как овнер себя ведет, как деньги распределяются, как трафик заливается, какой фидбэк по трафику. Оно очень быстро все вскрывается. Главное ему сразу кэш не отдать, потому что... Да, ну понятно, ну едет вдаль на новеньком. Наверное, большинство людей представляют себе, что они продадут команду, как они такие придут, каким-то день мы дадим деньги. крутым ребятам, им так кэш на стол хуяк. Просто так, да, за разговор. Да, он подписывает бумагу, что 30% от их, и от его, Кровью. да, рога и копыта теперь принадлежат этим, и уезжает красиво на кабриолете, волосы разумеется. Хотя лысый был, понял, до этого? Мне кажется, бывают такие кейсы. А, кстати, как вы юридически вот этот решаете вопрос? Ну, я не могу сказать. Но как-то решаете? Ну, да, я не могу ответить на Ага. этот вопрос, да. Потому что это всегда была очень интересная такая тема. Что-то подписывается. так Что-то... скажем, А, да. окей, Да. окей. Не на рукопожатиях, если об этом. Ну, вот это был основной Мгм. вопрос, да. Да, понятно. Хорошо, по байингам плюс-минус понятно. Что еще у вас? Прилки? Да, прилки. Ну, то есть сервис... Вообще, как вы хорошо разбираетесь в прилках, я думаю. Сервис у нас, давно. Он не был никогда супер прям публичным в рынке. Это все произошло вот буквально в начале прошлого года, как раз в январе. Такой прям серьезный анонс, все дела. Разработка у нас была всегда, практически с самых первых дней существования ZM. Нам почти 6 лет. Это и ПВАшки всегда были, и iOS. Но у нас исторически всегда трафа больше всего было на iOS. Всегда. Мгм. То есть так как-то вот нас бан андроида, почему нас особо он как раз не коснулся. И мы как раз делали большие цифры в тот период, потому что нам, Android ушел, пацаны на ПВА переключились, мы iOS как лили, так и льем. Нас это не... Само собой чуть коснулось, но не катастрофически. Поэтому этот период для нас прошел легко. Сервис выпустили в январе, там были, само собой, в основном iOS-ки. Что могу сказать про наших ребят? У нас с технической точки зрения прикольные истории, которые, по сути, тестируются, проверяются на байинге, потом шерятся на аренду. Из этого это, во-первых, понятно, там автозамены после бана, там трехуровневая история, где выбирается, как именно заменять перелов автоматически после бана, чтобы она была релевантной по дизайну. Второе, это у нас байера, по сути, могут не выбирать вообще ось при заливе трафика, она на уровне домена распределяется. Смартлинку. Ну, он как бы, по сути, видит, что за юзер, и он уже видит либо ПВАшку, да, либо Android, либо iOS. Тоже прикольно. Ну, это такое, как экономия времени, и байерам это очень важно частенько. Ну, плюс это искореняет невнимательность, которая, к сожалению, порой происходит, и потом претензии в наш адрес, а мы как будто бы и ни при чем тут. Ну, чувак, ты же перепутал, по факту. В этом случае мы от этого избавляемся, оно само распределяется, все окей. То есть такие технические истории, они прикольно работают. И это и автоматизация там создания ПВАшек, это работа с ботами. Сейчас у нас этот веб-кабинет, собственно, зарелизился, поэтому постоянно какие-то обновления у ребят происходят. Android
живет до сих пор не очень, то есть, он живет, там, типа, живет, там, 2 недели, месяц, я думаю, сами видите тенденции. Не, просто ты говоришь, мы видим такую же тенденцию. Многие там ребята разряжали, что у нас Android там, блядь, Мы чекаем прилы каждый... полгода по миллионам мы отливаем. Мы единственные на рынке, кто пережил баны. Я не люблю накидывать, я просто не люблю. Объясню, мне всегда стрёмно накидывать, потому что мои слова зачастую, да и любые слова, их можно при желании И проверить. можно доебаться. Типа. конечно, Можно да. пизды дать. Ну, этого я не очень боюсь, Да, но, понятно, типа, я шучу. ну, типа, в том плане, что я люблю, чтобы ребята могли потом со мной вживую это обсудить, и я Да мог нет, бы да также... это, в принципе, Это классно, просто это отличается обычно от того, что нормальный слышится. долгосрочный подход, Ну потому да. что в один момент, там, в году, там, 19-20 этот рынок весь превратился, как будто, блин, сотни каперов каких-то, вместо того, чтобы этих юзеров наебывают друг друга. Факт, Да, факт. да. То есть какой-то смесь, типа, каперства с... Ну, короче, жесть. Есть такое. И самое обидное, что ты в глаза происходит. Вот бывает, общаешься с человеком, и ты понимаешь, ну, что ты знаешь правду. Так они ты еще там, такой, да, эти все персонажи, они специально, мне кажется, они специально это накидывают, потому что я бывало на это велся, ты вот общаешься с человеком, он там Уверенно, да. супер известный там, и вот и он тебе и там он говорит, блядь, мы там льем 500 тысяч в день. И ты такой, бля, ну типа, ну ты ж мне, мы вдвоем сидим. И ты кому-то расскажешь, а потом тебе говорят, да там рынка в принципе такого нету. Вот да? именно, вот именно. То есть, типа, его в общем нету столько трафика. Или когда ректор за свой NGR рассказывает тоже, у нас там... И ты думаешь, так емкость рынка не позволяет. Ну, то есть, откуда Так вы трафик никто берете? никто же это не считает. Ну, мы теперь считаем. Нам теперь доступ есть к определенным цифрам, мы теперь видим, у кого сколько трафика, это прикольно. Короче, по прилам. iOS большинство до сих пор. Да, и для нас, как для юнита, который заливает, и для рынка, как для аренды. То есть iOS популярный, его льют. Были на старте, вот когда только начал баниться Android, это же момент, когда все, кто лили только Android, полезли, как говорится, к нам в рэп. iOS, да. Да, линку никто не умеет лить, ни у кого не цепляется, супердорогой инсталл, прилы говно не конвертят, конечно, само собой виноваты прилы. Все учились лить iOS, это был такой период, ну, у нас саппорты по прилам, конечно, да, натерпелись неприятных кейсов, но на сегодняшний день мы даже вот вчера выступали с этой темой, ну, сервиса, был SEO-сервис нашей аренды, Женя Носарев, и мы вот были на сцене конвержена, и это обсуждали, что последние месяцы там 4-5 супер ровно, то есть большинство команд умеют лить iOS, там трудностей почти не бывает, все с линкой научились работать, все атрибуцируется, все супер. Кнопка бабу. Органику уже почти никто не льет, ну, потому что нет смысла, у тебя проблема с этими ивентами, с трекингом, потому что у тебя все с задержкой, либо не все стреляет, все льют как бы линку, все супер. По андроидам на сегодняшний день они заливаются, но какой-то тенденции, что это хотя бы близко к тому, что было в 2023 году, ее и близко и нету, там, типа, все супер, пока кустарно. Есть один сервис в рынке, у которого классно живет Android, вы его, скорее всего, знаете. Ну, у них там... У нас есть своя разработка, которая чекает все сервисы аренды и в целом выдачу прил по стору. Я думаю, она у многих такая штука есть, у нас она просто самописная. И, ну, есть один сервис, который прям супер лидеры по Android, у них... Я вчера смотрел. 17 Android прил сейчас в аренде, но у них прям много. Сколько у вас, в принципе, приложений на данный момент в Надо аренде? посмотреть. Ну, примерно. Ну, типа 10, 100, 5. Вообще всего у нас прил обычно под сотку всегда в запасе есть. Это из-за байнга. В аренде больше там 20, честно говоря, держать. Под сотку из-за байнга немало, кстати. Это сколько у вас разработчиков столько держит? Не, слушай, у нас АСОшка, у нас ФБ и у нас аренда. Ты меньше 100 не можешь держать. Ну да, но просто, к примеру, Ну, Асошка же у разные тебя прилы может у тебя. для выкоситься в какой-то момент, когда Apple чистят. Мгм. У тебя, ну, в принципе, в какой-то месяц оно сильно хуже может проходить. В Факт. какой-то месяц там, наоборот, с ноги залетает. Вчера Женя Носарь говорил, что iOS сейчас проходит 20-25% проходимости. Ну, поэтому сотка, я же говорю, это немало. То есть это вы системно заводом должны их удерживать. так Старые уже. запасы. У нас даже на момент прошлого года, когда все у нас запасы были, ну, очень хорошие. А вы типа их как-то Они не, без не, штрафа не сидели. публикованными Да, держите, да? да, Потом были- просто. да, они сидели, просто сидели, ждали. Там дизайны, конечно, не все супер релевантные, но по факту есть. Light Apps. Слушай, вопрос быстрый. Не первый раз на рынке слышу, когда люди говорят, у нас своя система атрибуции. Да, у нас тоже. Веб. М? По линке, Да, правильно? да, Ну, да. типа, я понимаю, как это технически работает, Мгм. просто я там с многими ребятами общался, они это не понимают, как это технически Мгм. работает. Там, условно, сервер отдает, куда все надо. Да. Как у вас обстоят дела с Гуглом? Вот что интересует. Потому что UAC, в принципе, на iOS, насколько я знаю, никто и не льет. А если кто-то Щас льет, льют. то это мистические какие-то люди. Они не рассказывают особо даже, что они это и как они это делают. Они льют, но им AppsLayer нужен обязательно. Окей. Мгм. Но они льют именно UAC, Да, не PPC.
Не Нет. по ссылке. Не-не-не. Им нужен UAC, и им нужен обязательно апс, чтобы... Без апса нельзя, да? Конечно. Да. Поэтому у нас есть прилы, если даже сам зайдешь, посмотришь, Дублирующие. у нас есть с апсом, есть без. То есть нет такого, что у нас только наша атрибуция. Мы понимаем, что... Давай честно скажу, у нас с прилом с апсом сильно меньше сейчас, потому что нету прям какого-то Спроса. супер спроса, где у нас разрабы должны там сейчас 50 на 50 выпускать. Это не так. Спрос есть, безусловно, и мы уже, кстати, недавно обсуждали с ходом разработки, что подувеличим количество таких приложений, но мы не видим... Короче, есть некая мысль, что все-таки апс — это риск, и прилы с апсом больше банятся, поэтому мы в меньшей степени их выпускаем. Тут все банально просто. Да, UAC без нормальной, привычной атрибуции, да, не работает. Это правда. А у вас вообще UAC работает, как у Мы не льем просто UAC, поэтому... У них iOS. Поэтому мы- UAC — это Android. Нет, так говорит, что есть UAC, но iOS запускают. Я Есть, говорю, но с этим, мистические люди. с каким-то этим Не, ну есть, но пробуксировкой. это типа не так, как на Android. Объемов там нету и близко таких, как на Причем Android. на Android они почему-то называют это типа мотивом, этот UAC, и Мотивом? но они, Первый раз они, слышу. они сильно путаются. То есть я с многими говорил, и даже большими, я говорю, что у вас? Они говорят, у нас ASO типа Android. Мгм. А потом оказывается, что они в жизни не юзали ни ботов, ни мотивированный трафик, ничего, они просто юзают UAC. Их Это, то есть это не ключи, это не просто UAC? Да. Но они Я считают, понял. что это ключи, они не понимают. Ага, И их окей. спрашиваешь, а почему так? Они говорят, так а зачем нам платить типа за ботов по ключу, если UAC типа установка также стоит? Да, Ну, короче. вообще Это вообще абсолютно разные разное, да. трафик-сорсы, да. Ну, типа, и неважно. Не, я просто еще спросил, потому что, всегда периодически вот у меня там возникает какой-то слух, что кто-то где-то как-то льет UAC на iOS. Типа на объемах. Мгм. И я вот у всех спрашиваю, пока я не могу найти, кто этот кто-то и У нас есть где-то. крупные ребята, вы их очень хорошо точно знаете, но я думаю, не этично называть. Они к нам периодически приходят потестить. Мы просто в хороших отношениях, и мы им там... У нас есть старые еще iOS-прилки, которые там с меткой, типа они нам не нужны, они просто существуют. И мы же под UAC ему по барабану, что там метка, не метка. Мы им даем, они тестят, что-то мы даже деньги за это не берем. Нам просто самим интересно, если у них что-то получится. Это интересно. Вот. Но пока там, да, там такое. По поводу путают сорсы, я даже замечаю, что между... Многие же почему-то ASO трафик называют и в iOS, а это же, там нет ASO, там же ASA трафик, там платная выдача, и тоже путают постоянно. на Apple самом деле. Search Ads, да, ASA, да. Поэтому по поводу того, что путают сорсы, в рынке я уже привык, я даже не обращаю внимания, когда начинаю там рассказывать, ты просто улыбаешься такой, да-да-да, я понял, все супер, у вас все работает, все летит. В целом, прилы сейчас, это краеугольная история для бизнеса, потому что, честно говоря, если бы у нас не было своего сервиса, не было разработки, было бы супер тяжко. И с точки зрения доменов, и с точки зрения работы с этими прилендами, и с точки зрения приложений, мы бы, конечно, посыпались. То есть у нас техничка прям почти с самого начала существует в холдинге, и там... А в структуре профита что у вас сколько занимает? То есть лидеры — это Медиабанк, да, это всегда так будет. а это 90% сколько процентов? будет. 90. Да, почти все, конечно. Это И основной... типа 10% это аренда, СО и... Да, вот именно так. Пока так. ASO просто, смотри, в прошлом году еще более-менее, в этом году пока с андроидом ASO, конечно, да, в этом сложновато. хуже. ASA есть, но ASA, она... Там же все-таки другая математика, потому что... это ж типа это уже... И как- там и по да, другой да, по это- специфике льют, для того, чтобы понять математику. Она сейчас есть, она у нас живая, она существует, все окей, но там нету каких-то прям супер баснословных денег, они есть, они окупают как бы проект по себе, все супер, все здорово. У нас на сегодняшний день, я точно могу сказать, что по математике, из того, что мы обсуждали с ребятами по финальной цифре по прилам, она полностью окупает как бы все косты, то есть проект 100% плюсовой. Точную цифру я не назову. Да, они как-то не особо афишируют, видимо, не надо пока, я думаю, не стоит. А скажи примерно, в принципе, по прибыльности сервиса в аренде, потому что я у многих Это низкомаржинальный бизнес, у очень. многих байеров встречаю такую мысль, да, что там какие-то миллиарды долларов Не, зарабатываются, вот, и на них кормятся, да, и вот это всё. Топовые сервисы аренды зарабатывают. Давай так. Во-первых, мы работаем на подписке, Да. это нужно учитывать. У нас даже не особо сложно посчитать нашу математику, если знать, сколько у нас точно клиентов, потому что у нас подписки и цены-то есть, все. Косты же ваши не посчитаешь. Понятно. Большинство сервисов, почти все, кроме нас, используют модель за инсталлы. Она куда более финансово дорогая для байеров, и я работал в сервисе аренды за инсталлы, я хорошо знаю математику, сколько может зарабатывать сервис аренды, тотал со всех... Какой это порядок цифр? короче, давай так, 300-400к это считается очень хорошо. Короче, это топов за топ. Это классно поработали вместе. Это у тебя команда сильная, куча прил, куча всего, То есть экспертиза. просто нормальный сервис 50-100, наверное, да? так можно? Да, именно так. И это, я не знаю откуда, я не могу понять, откуда пошла молва, что сервис аренды зарабатывает огромные бабки. Я реально не понимаю, откуда эта информация. Давайте будем честны.
почти все на сегодняшний день известные крупные сервисы аренды Ворвите какой-то это компании. часть другого бизнес-юнита. Если бы вдруг каким-то образом это был бы прибыльный бизнес, они бы, во-первых, открывались бы сильно понятно. чаще, во-вторых, они были бы сепарированы. И, может быть, они бы другие юниты открывали. Именно так. А я хорошо знаю топовые сервисы аренды. Это все часть бизнеса. Это и неплохо. То есть в нашем случае мы его сделали для чего? Потому что у нас большое количество, в принципе, приложений. Во-вторых, ну, есть возможность делиться какими-то интересными, вот как было, опять же, с той же курицей, трендами, то, что нам интересно для своих тестов. Второе, мы понимаем, что рынку интересно. То есть мы же видим, что ребята, там у нас много инсталлов, например, с каким-то дизайном. И такого прикольно. Или там пишут же в чатах, блин, дайте там баллон срочно, что же вы со своей курицей к нам приходите? Это короче, это дополнительный value, не напрямую монетизируемый, но... Данные, по факту. Именно так, да. То есть и для этого сервис был создан, он успешно свою задачу сейчас выполняет. То есть тут так. Плюс быть независимыми от всех решений на рынке. Ну, это Слушай, абсолютно люди логичное тратят очень развитие. много, на самом деле. Кост бывает очень серьезный у ребят на техничку. Я знаю некоторые кейсы, там у пацанов и до 5-10% может доходить кост на техничку. На всю, типа прилы, понял, там дизайны, эти Это ПВАшки, не так и приланды. мало, учитывая, что финальная маржинальность у них может Ну, быть не это такая большая. В Да? том-то и дело, да. И это очень много на самом деле. За инсталл, если посчитать, это прям бывает болезненно. Как агентские аккаунты и все-все-все Ну, там. именно там так, именно так. А у вас байинг преимущественно весь сидит конкретно на ваших приложениях iOS? То Да. есть вот там этот... Но у нас нету и никогда не было запрета на использование других сервисов аренды. У Вообще. вас из-за этого и качество, наверное, лучше, потому что вы премиум ось даете. Ну, в целом, да. Но, ребята, я знаю некоторые команды, которые льют всегда все. Ну, мало ли, знаешь, бывает же по-разному, на самом деле. Прилы тоже такая история. Они не бывают статичны, что этот сервис понятно. классно конвертит, другой нет. И у нас есть одна команда, которая вообще всегда льет все сервисы. И мы как бы, ну, что ты им будешь запрещать? Это же их финансы, как бы их бизнес-юнит. Они могут себе распоряжаться как хотят. Поэтому заливают разные сервисы, бывает что-то интересное приносит. Какой-то сервис прикольно конвертит. Мы такие, о, класс, пойдем к ним, возьмем у них прилы, тоже зальем. У нас нету... Вообще слово, знаешь, какая-то конкуренция или типа закрытость у нас, в принципе, в культурном коде такого никогда не было. Не пофиг, чья прила. Если она конвертит, и через нее можно заработать, какая разница? Финальная искомая цель одна, а все остальное это уже просто в части формулы. А как вы думаете, что будет? Все ждут воскрешения окончательно андроида, чтобы сильно нарастить объемы? Слушай, да, может быть и будет. Но сейчас он как постепенно умирал, он как будто бы постепенно и воскресает. Ну, мне так кажется. Возможно, ошибаюсь. Никто сам, на самом деле, не знает, Ну, что там... все волнами. Ну, Я в рынке давно, я общался там с рекламодателями, которые там с каких-то 90-х, 2000-х годов на рынке, и я им, когда мы там начали приложение опять использовать в году 17-м, говорю, вот там, типа, придумали приложение, все. Говорят, блядь, вы что, идиоты? Это уже тема давно умерла, типа, это WebView и все. То есть это все циклы какие-то. Ну, я, насколько знаю, точнее, это еще началось в 23-м году. Это, насколько я знаю, самый был... Это самый массовый, да. Самый затяжной, да. Ну, там проблема же была не в приложениях, а проблема была в том, что они чистку начали очень И сильно. суд был серьезный Да. у Гугла за монополизацию, да. Там все наложилось. Ну, сейчас вроде выходит просто обратно. Выходит, По чуть-чуть, выходит. по чуть-чуть. Ну вот я знаю сервис, у которых прям сейчас вот 17 прил, ну у нас нет столько Android прил, у них прям есть, но они молодцы, там в принципе у этих ребят стабильно даже во время бана я видел, что у них всегда были, хотя бы 5 прилок, но были А стабильно. в вашей конфигурации с вашими объемами и бюджетами на трафик вам не проще как-то договориться с какими-то сервисами и начинать тестировать массово Android, в том числе и расширять экспертизу? Просто трафика как такового в Android это все равно больше. Угу. Ну, по вашке льем. Но на самом деле, опять же, прийти к тому сервису, о котором говорю, и залить им Android, байера могут спокойно хоть да, завтра. да, тоже, Ну, типа, тоже, может, тоже верно. просто обратиться и сказать, ребят, давайте пакет возьмем или там что-то по инсталлам договоримся и зальем там полляма, там зальем сейчас вам инсталлов. Ну, то есть это все решаемая история. Кстати, о ПВАшках. Если взять в структуре, iOS на ПВА идет или iOS идет на этот? В основном на ссылки. Ну, смотри, iOS вы заливаете на приложение, конкретно Да, байеры в да, основном, да. или на ПВА берут под iOS Не-не, на заливать? приложение. Потому что многие говорили, да, типа приложение говно, а ПВА будет намного лучше конвертить и так далее. Не, мы ПВА Android льем, окей. iOS WebView. То есть, ну, ПВА Android сейчас, честно, мы на спид-тестах мы не видим какой-то большой разницы между WebView и ПВА. Окей. Может, она и есть у кого-то, но ПВАшки за счет кастома, и, ну, байер, знаешь, он себе за 15 минут делает готовую ПВАшку, которая под его воронку подписывается. Ему сейчас идти к разработчикам, заказывать прилу, она еще забанится там за месяц. Ну, пока так. Как только прилы станут жить стабильно 2-3 месяца, я думаю, все, само собой, с ПВАшек, вероятно, хотя не факт, на самом деле, но, возможно, спрыгнут и вернутся на WebViewшки, будут лить себе полноценные прилы. Хотя опять придется вот это сервисы накрутки использовать, отзывы, оценки. Уже забыли, что это такое. Придется опять к этому возвращаться. Прилы, деньги, маркетинг. Скажи, пожалуйста, финально по рынку, как ты думаешь, куда он сейчас идет? То есть какие рекомендации человеку, который только решил входить в рынок?
куда идти, куда смотреть, на что смотреть при выборе команды, работы, либо в предпринимательстве, там, ветки. Рынок идет к легализации, и очень плотно. Очень сильно. В некоторых гео даже очень страшно. Яркий пример — это то, что случилось в UK с прагматиком и в целом с новой регуляцией, потому что в начале года это был первый кейс, когда регуляторы пришли не к платегам, не к продукту, а к гейм-провайдеру и просто закрыли ему доступ. И примеров таких несколько, где из-за регуляции в гео, Франция, недавняя история, где по Франции почти все эфира закрывали. То есть сейчас вот что-то как-то регуляция сильно становится, поэтому если приходит новенький человек, ну, тут понятно, что ты можешь быть либо в структуре, либо в байинге, это первое отличие, очевидно, очень сильное, потому что твой жизненный цикл будет сильно разиться. Если ты идешь как бы в структуру, то в первую Структура — очередь... это оператор? Ну, не, возьмем структуру, это как бы инфраструктура, то есть, условно, это бездевы, селзы, это могут быть какие-то технари, да. Все, кто не льют трафик, но тоже работает в этой сфере. Менеджеры, партнеры. Типа того. И таких тоже много кто приходит, ребят. Для них, в первую очередь, само собой, ну, мой совет, потому что как я заходил, это... Эта сфера очень сильно становится айтишкой. В айтишке людей не замечают просто так. То есть нету такого, что кто-то за тобой следит и очень сильно желает твоего роста как финансового, так и позиционно. Всем на тебя плевать, и чем в более большую компанию ты придешь, тем более сильно, к сожалению, иногда люди будут тебя недозамечать. Если ты хочешь, что тебя дозамечали, это зависит от тебя. Поэтому в первую очередь я вижу, как пробиваются у нас ребята. Я вот недавно видел спикера на конференции, чувак в год в рынке, он уже спикер на конфе, а я знаю тех, кто работает и по 5, и по 6 лет в рынке, и их вообще никто не знает, хотя они хотят этого, они как будто бы стремятся к этому. Но вот кто-то вокруг плохой, я-то классно, я, здоровский работаю, вообще молодец, но что-то как-то вот не зарабатываю денег. Поэтому если говорить про структуру, про ребят, которые обеспечивают трафик, работают менеджеры, продажники, директора и так далее, сейчас в рынке нетворкинг еще пока работает. В него поперлись, конечно, все подряд, но он еще пока работает. Это очень сильный инструмент. Для байеров, в первую очередь, это история не гнаться за... Первое, не повторять и не гнаться за спаями, за быстрым повтором того, что в рынке используется, потому что таких байеров сейчас очень много, и они уже как будто бы сильно не нужны большинству своем там крупным компаниям. Ну, по факту. Я сейчас многих обижу. Школы арбитража, курсы, как стать там Сашей Слобоженко и все. Я, правда, ни во что это, вот во всю эту штуку, я считаю, это полный бред. Я тоже абсолютно. Надо в Я компанию просто есть идти. знакомые, у которых свои академии. Я очень, ну правда, ребят, пацаны, я вообще в это не верю. Типа, если вам надо кому-то отдать 5000 баксов, чтобы вам месяц рассказывали, что вы классный, вы можете прийти ко мне, я с кайфом буду месяц вам писать, что вы классный за 5000 долларов. Мне кажется, у этих людей нет задачи реально обучиться, а им просто задача как бы создать какое-то ИБД. В принципе, вот этот посыл при наличии Гугла, чата GPT, куда-то прийти и, блядь, платно обучаться, таким долбоебом надо быть. Иди помощником байера. Так кем хочешь, уборщиком иди. Ну, типа ты уже услышишь больше ценного, понимаешь, за компом ходя, пол подметая. Помощников байеров берут много куда. И вот этих ассистентов, помощников. И ты уже... Так ты, мало того, что ты не будешь париться с получением информации, помощник байера — это, по сути, заливатор. Это человек, который непосредственно все, что он делает, это буквально запускает компанию. Да это как мы с тобой за кадром обсуждали. Даже если личный помощник, то он погружается настолько глубоко, что глубже просто некуда. Да, иди. Зачем тебе курсы? Во-первых, тебе за это будут платить, а не ты будешь платить. Это первое, что нужно. На клиник бесплатно пойди уже. Да, платить будет все равно немного. платить не будешь. Вот именно. Платить будет немного, так у тебя будет реальный опыт. И как минимум, если ты еще и там повезет, ты пробьешься, и ты попадешь помощником еще и куда-то в серьезную компанию, и у тебя будет в графе опыта «я работал там-то, там-то», тебе потом пойти дальше, даже пусть небольшую тимку, но ты уже зайдешь не как Ваня, который купил курс за 5000, а ты идешь как дядька, который работал в холдинге. Пускай полгода, пускай помощником, но, я работал вот совсем тир-1, заливал топовые продукты. Да, окей, мне приносили там готовые подходы, я чисто запускал. Но я их знаю, я их видел, я с ними работал. Супер. По-другому никак. Таблетка, вот это вот курсы, ну, вот я честно не знаю, не моя тема. Плюс я просто понимаю, что потом с этими ребятами после курсов происходит. Их же потом, типа, берут к себе и за 200 баксов они как шахтеры потом маслают 2 года. Поэтому не. Кому масла? Знаю парочку людей. Вот. Поэтому эта история довольно слабая. Вот. Поэтому про байеров так. И заходить, не бояться, не ждать, что тебя заметят. Рынок стал очень широкий в плане количества продуктов и очень широкий в плане количества байеров. Но в плане количества компаний рынок не меняется уже довольно давно.
И как бы вроде бы кажется, что точка входа стала шире, но мы как бы искусственно за последние 3 года сделали узкое горлышко. То есть у нас много продуктов, их стало больше, у нас стало очень много байеров, желающих работать, а количество возможностей поработать, и они особо не меняются. И вот как бы с двух сторон идет узкое горлышко. И вот чтобы это исправить, тебе придется самому пробиваться. Я думаю, Поэтому, байеров будет больше и больше становиться, просто с меньше и меньше качеством, да и все. ну, это грустно. Ну, это как бы это факт, приток новых людей будет в любом случае происходить, качество их в любом случае будет хуже с каждым разом, потому что, в принципе, люди, а если, не знаю, ну, я думаю, заметили все точно, люди с каждым годом какие-то, ну, к примеру, 18-летний чувак, который пришел в нишу 3 года назад, и 18-летний чувак, пришедший сейчас, это 2 разных 18-летних чувака. Факт. Типа, и оно будет только хуже и хуже становиться. Ну, это циклы в любом случае. В 80-х годах все хотели на Уолл-стрит работать. Потом там кризис туда-сюда. Потом крипта появилась, опять все захотели трейдерами стать. Но оно как бы, оно всегда уравнивается. Оно не может существовать бесконечно неадекватно. То есть то, что создали вот этим каперским подходом, я вижу, что оно наоборот чуть-чуть отходит и больше уходит в степь того, как раньше было, что это была там более какая-то такая закрытая вещь. Ну, оно будет существовать, то есть типа людей будет обманывать этими курсами, все остальное. Но Но важный это- момент. Соло-байинг почти умер на сегодняшний день. Ну, невозможно. в таких социально-медийных сорсах точно. В Фейсбуке Типа какой-нибудь Google, там PPC, может, чуть-чуть и PPC можно. 100% можно, я знаю прям. Но ФБ это невозможно. Ну, ты зарабатывать ты не будешь. Ну, учитывая, что у тебя нет ничего, на все нужны косты. Я не знаю, с каким бюджетом надо приходить. Это нерелевантно. Увы, это грустно, но как есть. Ты в соло сейчас невозможно. Ну, заработать. грустно, зато правдиво, понимаешь? Это же главное лишних иллюзий. Ну да. Никакой. Спасибо тебе, Ярослав. Классно пообщались. Да. Спасибо.